Так. Ага. Так. Запустить повтор. Ты попал в опасную зону. Собери как можно больше ценной добычи и возвращайся в Вудбери. Так. Ну, FPS как будто бы стал больше. 50 стоит. Стабильно на сей раз. Угу. Сегодня, я думаю, мы справимся с этим квестом наконец-таки. Соберем все эти сраные рации. О, аптека. Авиационные ножницы. Вот интересно, что со звуком? Починили или нет? Но FPS как будто бы да. Стало лучше. Провода. Не знаю зачем. Опускай. Так. Всем привет, кто подходит. Добро пожаловать на стрим. Сегодня выполняем квесты всякие в игре. Потом еще и патч выходил. Теперь дюпы не работают. И это хорошо. Но с другой стороны, я думаю, блин, я мог бы сколотить себе капитал. Привет, Ремаси. Классная картинка. Хороший смайлик. О, долларс. Ну, индрайвер, давай, подари мне нормальные вещи. Нету, да? А мобов больше стало?
Но мобов я вообще не вижу, как будто бы. Может, от сервака зависит. Здесь уже всех зачистили. И, видимо, в определенный момент это как-то происходит. Типа вот мне надо было рано утром проснуться и с утра начинать играть. Возможно, зомбарей было больше. Видать, уже всех перебили. И это вполне реальная тема, мне кажется. Но оптимизацию реально подтянули пока что. Ну, чутка. Не сильно, но чуть-чуть. Ну-ка посмотрим. Найс. Какие-то короткие шорты. Зомби-апокалипсис без зомби. Да. Типа реалистично как-то, знаешь, в том плане, что случись настоящий зомби-апокалипсис, люди бы их всех перестреляли, типа, знаешь, никого бы не осталось. И люди просто стреляли бы друг друга. И все. Да, это оно. О, сделан так качественно, что вот-вот ускачет фигурка коня. Блин, чего только не найдешь. А шорты вроде женские. На мне они стали мужскими. Теперь это унисекс. Меня эти шорты забавляют вообще. Тут шкаф убрали. Почему-то. Видимо, оптимизация случилась благодаря удалению каких-то вещей из карты. Они просто поудаляли какие-то объекты. Очень похоже на то. Так, еще 2 рации надо взять. Атмосферы добавили, что ли? Такое эхо пустого города. Думаешь, да? Возможно. Все. Рация, кстати, стала нормально. Вот эта сигнализация стала нормально работать. Она вырубается. А ты не играл в State of Decay? Не играл. Или играл. Ну, что-то очень знакомое. О, все. Выбираемся.
И озвучка в этой игре, конечно, хорошая. Прикольно так пакеты двигаются. Так, где выход? Угу. Просто прямо по этой дороге. Вчера, кстати, поиграли, поиграли, говорю. Смотрели сериал «Слово пацана». Прикольный, оказывается. Вот, блин. Прикольно, хороший сериал. Круто сняли. Вот Day Before напоминает ее, но там были куча зомби, плюс были различные крепкие зомбачи, которые сложно размотать. Ну, я думаю, у этой игры все впереди. Они просто вышли в ранний доступ. Видимо, чтоб у них деньги не кончились. Не знаю. Ну, короче, у ребят разное мнение по поводу этой игры. Даже сами... Ну, короче, есть мнение, что, возможно, пойдут сокращения в Майтоне или там в Фантастике. Ну, короче, типа из-за этой игры. Но я думаю, наоборот, эта игра должна их обогатить в том плане, что если они просто начнут исправлять технические моменты, игра будет становиться гладкой и добавят контента в виде, не знаю, каких-то активностей, там события всякие разные, может еще зомбарей добавят. Вообще, в принципе, чтобы они были. Я не знаю, было бы прикольно. Ну, там всякое разное. Зомби добавить, квестов, и будет играбельно, да. Но я вот как раз квест стараюсь выполнить. Это будет мой первый квест, который я выполню. Если я сейчас доберусь, конечно. Если меня не прибьют по дороге. Вот если бы они эту систему реализовали бы, сам поиграл. Ну, короче, тут какая тема. Лора как такового, по-моему, в игре нет. Просто зомби-апокалипсис. И они еще думают над сюжетом. Им стоило бы, наверное, все это дело заправить под какую-то прикольную тему по типу этого какого-то безумного глобального реалити-шоу. Тут же главный герой просыпается типа вот сразу в Вудбери. Он там что-то типа какое-то сознание терял, там прочее. Ну да, технически да, да. Просто я к чему? Вот если бы они сделали бы вот это вот такой лор какой-то, такой безумный в виде реалити-шоу в зомби-апокалипсисе, то они бы могли бы добавить такие ивенты, события, как, например, наплыв Орды, там вертолет бы приводил Орду в город. Или просто Наши пацаны уже выехали. делали бы эйрдропы с зомбарями, там типа просто пролетал бы какой-то большой грузовой самолет, и из грузового отсека там выпадали бы до хера зомбарей. Везде бы понаставили там таких маленьких камер, там прочее. И большие экраны, где типа показывают типа Смотрите, кто вернулся. Есть как что положить в хранилище? как подлетает самолет, и там какой-то веселый голос бы говорил, что о, ребята, типа, там, ща вам будет не сладко. Да ты поиграй в State of Decay, там это все реализовано. В смысле, там реалити-шоу, что ли, в State of Decay?
Ты береги себя. Внезапно опускаются все стены и появляется полный зал людей, который нам Мне нравится одноклубник. Здесь настоящая цивилизация, приятель. Тебе что-то нужно, приятель? О, Ты очень помог нам, боец. Спасибо. Дам знать, если понадобится твоя помощь. о, прикольно. Они, кстати, подправили еще... Увидимся, приятель. О, класс. 50 репутаций получил еще. Они повысили, как его, награду за завершенные квесты. Стало Как 5000. Собираешься на... Клади вещи сюда. О сохранности своих вещей не... Ты береги себя. Так, давай-ка продам всякий хлам. Моя барба. Привет, енот. Я иногда Моя скучаю. баба. Здесь настоящая цивилизация, приятель. Тебе что-то нужно, приятель? Давай, Так, посмотрим. давай-ка продадим. А? Что? Ну, лошадка так-то нормально стоит. 300. Ложечка. Сухое топливо. Слушайте, а неплохо вообще? Нормально так наварились. Хорошечно. Так. Дистанция еще есть у них, да. Buffalo Rifle. Блин, я его купил, сука, случайно. И он 200 стал стоить. Пипец. Ну ладно, положи его в этот в хранилище. Вот живешь, ты хочешь, чтобы у тебя все было. Еще увидимся. Потом одним утром просыпаешься, раз... Так, теперь из-за того, что в БГ-3 я не могу загружаться, я могу жестко облажаться, и мне придется начинать все с самого начала, так как вчера и произошло. На чем ты До встречи, облажался? боец. Что там случилось? Как человек. Дэнни Трех, Ют, Джер, Сигма. Считай, что Сигма, мы он, живем ага. в историческое время. Эй, как дела? Здесь надежно. Готово. Если буду нужна, я... Ты береги себя. Мне вспомнилось какое-то видео, в котором школьник кричал, что он Сигма. Не помню. Что было? Ну, кстати, про сериал. Понравился? Прикольный. Очень хороший сериал. Но я понимаю, почему его хотят запретить, или почему он, типа, ну, цензурируется в некоторых местах и так далее. Некоторые его осуждают. Ну, это слово пацана, которое... Не обязательно всех геноцидить за темный соблазн ради человек. Я убил всех тифлингов, Гейла, Карлов, лягушку. Ты
попал в Жесть. опасную зону. Забери как можно больше Да ценной за добычи что? и возвращайся в Вудбери. М. Аккумулятор. Банк Citizen. Пошли. А мне нужно на свидание пойти с Карло в третьем акте ради ачивки. А ты что, прям ее на 100% проходишь? Получается, платину хочешь выбить на Балдур? Ядреть. Жестко. Вот это хардкорно. Редекс. Шесть ачивок осталось. А когда ты начал их набивать? Елки, как так ничего нет. А вот эта машина как будто бы Delivery Service. Ну там тут должно быть что-то. Только легкая кубка. Две недели назад. Блин, это хорош. Чё ж ты не стримишь такие видео? Да, охереть можно. Надо поменять странное помещение. Спасибо, Кириллка, за фоллоу. Добро пожаловать. Надо поменять это помещение. Или сделать его покороче. Или потише. Наверное, потише надо. Не, лужка. Консерва. Кайф. Так, Bizarre. Что, заскочим? Заценим, что там? Вроде магазин одежды. Но мы там налутаем точно не одежду, там что-то другое будет 100%. Угу. Пароли всегда начинаются с двойки. О, получилось. Идите, хакермен. Так. Хукер. Ядрить, это PlayStation? Sunray 6. О, лошадка, это 300. Хорошая. Хорошая деньги. Так, рюкзак. Фумитатор, что? Фен.
Так, прямо и направо. Набиваем себе репутейшн. О, я вижу 2 зомби. Приманка. Ламазон. Прикольно. Закреативили ребята хорошо. С названиями известных компаний. Так. Давайте прямо. Памятник какой-то. С прикольным орлом. Так, в полицейской машине может быть что-нибудь интересное? Третий акт можно пройти. Можно часа за 4 плюс-минус пройти, если знать, что делать. Фантастик кафе. Да. Вчера оно было сломанное, кстати. Так. Тут, походу, у паролей везде и всюду один паттерн. Типа ты начинаешь с, ну, с самой наименьшей цифры, потом с самой большой цифры. И повторяешь это, типа тат-тат-тат-тат, вот так вот. Хачик. Так. Ну, пока кушать ее неохота. Так, надеюсь, в этом рюкзаке что-то есть. Ядрить там стрельба. Угу, почти на месте. Даже с ранним доступом поспешили. Ну такой, да. Ну, вот уже вышел какой-то патч, и он вполне себе игру уже потихоньку исправил. Дюпы убрали, FPS немного подняли. Видимо, за счет того, что удали кое-какие объекты в игре. Я даже запомнил, где был расположен один из шкафов с квестом про рации. Он пропал. Может быть, еще что-то убрали. Минимизировали какое-то количество объектов, видимо, что повысило FPS. Так, тут надо мне найти аккумулятора, да? Спички. Блин. Да? Вот так вот, да, просто. Ёб твою.
Это типа Таркова, ага. Это, короче, казуальный Тарков. Хизи какой-то. Ну, типа. Но мне нравится. И тут будет аккумулятор, скриньте. Ну, нет. Вот тут будет аккумулятор. Нет, тут подушка. Так, может быть, да, вот тут точно аккумулятор. А. Так, привет, Артем Парников. Как игра? Игра прикольная, мне нравится. Мне нравится. Вышел патч, и он, в принципе, подправил FPS немного. Надеюсь, еще будут выпускать дальше патчи, и потом еще поддержат игру. Тогда, ну, я считаю, у игры офигенное будущее. Лишь бы не забрасывали. Надо будет глянуть всякие разные обзоры. О, да, нашел. Так. Наверное, стоит вот это вот сюда, вот это сюда. Какая-то скучная, не? Драба. Привет, Сулейман. Че, подушки забыли в шкафчике, да? Какая-то скучная, не? Ну, это такой этот жанр, я бы сказал. Это просто жанр такой. Это все равно, что, типа, например, называть... Хотя, наверное, ее не назовешь скучной. Просто смотрю, уже 10-15 минут, ничего не происходит. Типа выживач. Давайте попробуем после этой вылазки пойти на этот... Пойти на другой сервак. Попробуем пойти на другой сервак. И там, возможно, зомбарей будет побольше. И людей. Так. Да, выход через кладбище. Блин, дерьмо. В кладбище всегда полным-полно народа. Посмотрим. По-моему, этот сервак не особо населен игроками. Я, конечно, слышу где-то выстрелы. Вот вчера было полно народу. Ходить, бродить было стрёмно на самом деле. Потом еще вот мне друг рассказывал о том, что когда он играл прямо на старте, когда она вот вышла в ранний доступ, он, короче, видел дофига зомби. Очень много зомби. Он просто выстрелил, и зомбари начали выходить отовсюду, из зданий, из машин, там, типа. Короче, вообще жесть, говорит. И, короче, почему? Типа нет зомбарей, да? Объяснение. Просто оказывается, тут серваки работают 24/7. Ну, поясню по-нормальному. Вот эта вот карта, она не вайпается, она не обновляется, она не отдельная, она просто одна общая на один сервак. То есть, например, вот он начал существовать, тут было полно зомби, и игроки зашли, повоевали, поубивали всех зомби, и теперь их стало мало. Да. Зомбаки все убиты. Это даже ни хера не шутка, это реальность. То есть... А попробуй выстрелить сейчас. Блин, ну я рядом с выходом палевно как-то. Ну, попробую. Вроде... А лут? Не респавнится, получается? Не, лут вообще рандомный.
появляется, насколько я понимаю. Они пока логику не создали. Не сделали нормальную логику появления вещей. То есть в тех или иных местах, типа, вещи появляются. Какие-то определенные, если это по квесту. А в остальном же вообще чистый рандом. Может выпустить все что угодно. О, кабины, за 250 рублей большое спасибо. Жди здесь. Наши пацаны уже выехали. Типа Тарков плюс Дейзи. Я бы сказал, это казуальный Тарков плюс PUBG. Тут анимации и модельки из PUBG. И это видно очень. Они также двигаются и это, ну, визуально PUBG. Геймплей типа Таркова, но упрощенный. Эй, рада видеть. Есть что ценное для Но- хранилища? Не сказать, что это плохо. Давайте-ка автомат возьму. Так, и... Что бы оставить? Давай воду оставлю. Так. Ага. Готово. Если буду увидимся. Так, пойдем сдадим квест. Хлопают и кричат на А? Пандемия была не Ой. взаправду, все было подстроено для шоу. Да, Че? звучит паршиво. Что за хрень? Это как? Да не треха что-то раздуло, блин. Привет. Как дела продвигаются? Сделайте клип. Хорошо падают, Какой здоровый, голову. да. Ёпта, он еще двигается. Смотрите, у него рот и глаза шевелятся. Кошмар какой-то. Как я попал в Лутри? Я думал, мне конец, вся жизнь перед глазами пролетела. Ё-моё. Так. Пойдем сдадим квест. Ништяки получим. Самые редкие товары во всей округе. Трехорудно. Давай к моей любимой части. Завершить задание. То, что нам нужно. Спасибо тебе, друг. Будет нужна помощь, напишу снова. Я слушаю тебя. Так, 100 репутации. И за репутацию. Ага. Я могу себе на самом деле шлем купить. Reputation позволяет. Так, давайте теперь ему продадим. Так, лошадку, PlayStation. Ну, короче, весь этот хлам. Блин, правда, зря я воду продал, ё-моё. Ладно. Так, это все лечение. А, адаптер от ноутбука. Окей. Уже не дюпается, да? Че, баги Ну да, некоторые баги поправили, да. Посмотри на клип этот. Спасибо, енот, за клип. Но появились другие баги. Секретное оружие якут. А? Пандемия была не взаправду, все было подстроено для шоу. Да, звучит паршиво. Что за хрень? Это как? Да не треха что-то раздуло, блин. Привет. Как дела продвигаются? Сделайте клип. Хорошо падают, Какой здоровый, да. Вот такая вот тема происходит в этой игре.
Приятно иметь с тобой дело. Приходи еще. Буду ждать тебя снова. Заглядывай ко мне. Супер заряд завершено. Так, посмотрим, что еще какие квесты есть. Роб. Я пытаюсь составить список нужных вещей. Взглянешь. Алфавит, набор маркеров, калькулятор. Ёпта. Дети, будущее Вудбери. И Эбби следит за тем, чтобы они продолжали получать здесь хотя бы минимальное образование. Обеспечьте детскую школу Вудбери всем необходимым. Ну, как такому откажешь? Пойдем. Так. Скорее всего, мне надо взять рюкзак. О, смотри-ка, он нормальный стал. Че не делаю? Ладно. Хорошего Так, надо взять... Даже посмотрите, чем можно, приятель. Как дела, приятель? Чем могу помочь? Приятель. 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 Можешь не переживать за качество товара. Приятель. Все лучше. Блин, я вот думаю, может быть, не рюкзак покупать, а шлем там, броник. Ну, давайте броник купим как-то, что-то это, да. О, и на рюкзак хватило даже. Благодарю Так, за покупку. все. Еще деньги До встречи, боец. обнормалился. Да. Да, чуть побольше стало. у меня была. Этот рюкзак, наверное, положу в хранилище просто. Эй, удачи тебе. Чем могу помочь? Клади вещи сюда. И давайте попробуем обвес поставить. Наверняка на этот ствол ставится что-то. Блин, и вот это говно все продать, наверное. Давай продадим. Как раз этим займемся. Зачем оно мне тут мусором валяется? Немного приведем инвентарь в порядок, да? Согласна? А то вообще беда какая-то. О, балдеж. Ультраволын. Сейчас попробуем сделать из него ультраволыну. О сохранности своих вещей не... Увидимся. Так, давайте для начала сразу в верстаку пойдем и сделаем из этой пушки конфетку. Или из пистолета можно? А, нет. Так, пистолетная рукоятка ничего, цевье ничего. Приклад ничего. Ничего. Классно. Да, у меня дохера обвесов, но ни один не подходит этому столу. 0 вообще. 0. Знаю, что такое. Эй, удачи тебе. Как дела, приятель? Чем могу помочь? Для тебя все найдется. Материнская плата. Да. Пожалуйста, приходи еще. Увидимся, приятель. Увидимся, приятель. А? Чья-то сумка? Кто-то что-то положил? 2 монетки. Ну, пускай валяются. Безопаснее выходить в город.
кукуруза росла. Чем могу помочь? Для тебя Им всегда надо было найдется сделать вот место в эту Эбби хранилище. как-то, ну, еще более привлекательно, знаете? Понимаете, о чем я? Чтоб на это обратили внимание кое-какие Буду товарищи, ждать. которые подкидывают Ты береги контент себя. в оранжевый сайт. В черный оранжевый сайт. Привет, Процер, здорово, давно тебя не видел, офигеть. Так. Разведем. Тогда и популярность бы росла. Ничто не вечно, кроме перемен. Блин, забавно, они вот всякий раз цитаты накидали. Ауф, да. Эта игра явно ну, понравится мэру Ты попал в опасную зону. нашего Собери города. как можно больше ценной добычи и возвращайся в Вудбери. Он очень любит ауф. Цитата. Типа в своем аккаунте Инстаграм или типа того он любит такое подкидывать. Или не Инстаграм. По-моему, в Инстаграме он подкидывает. Куртка с карманами. А, фак. Неплохо. И что, увеличилось? Как будто бы, наверное, да. Им стоило бы добавить здесь в этом, как его, в интерфейс, вот рюкзак, и вот с этой стороны количество ячеек вот этих. Типа полностью, типа, ну, типа ячейки, там цифра, слэш, общее количество. Типа сколько занято и свободно показывало бы. Прикольно было бы, на самом деле. Так бы, как бы, процесс ощущался бы лучше. Прогресс, точнее. Прогресс того, что ты, ну, реально какое-то снаряжение получше взял, и все в таком духе, понимаете? Рубашка просто. Так. Иду прямо просто по дороге. Хорошо. Перемен требует наш сервер. А, я же хотел сервак поменять. Ёлы-палы, я забыл. Ладно. USB. О, там военный грузовик. Может, там что-то есть? USB здесь. Здесь все. Да блин. Что интересно со всеми этими людьми случилось потом? Они все так же продолжают быть USB или нет, интересно? Охереть, что за машина вообще? А, у нее просто капот открытый, я подумал, что за бред? $1 просто. И пускай валяется. Надо сдать, заценить, что может быть в этой машине. Блин, им вот логику надо еще поставить. Вот появление вещей в тех или иных местах. Вообще было бы прикольно. Техтронехт. Техтронехт. Модельки. Раз, два, три.
А, блин. Все неправильные, нихера себе. Нет, тогда паттерн он вообще непонятный. Так. 5, 8, 1, 9. Фух, справился. 3 из 3, 3 из 3. Так. Техтронехт, да? Значит, тут чисто техника должна быть. Как бы. Наверное, дорогой лут залутаем тут. Почему тут еще вот это вот. О, компика разбираем, ну-ка. Видеокарта, видеокарта, видеокарта. Батарейка АА. Ну да. Блин, надо бы поменять батарейку на моем компе. Что он, блин, уже как будто бы это садится. Клавиатура, фотик. Да, что-то немного странно это все, конечно. Вот лежат вещи, но ты их подобрать не можешь. Вот это вот как-то, ну, печально, если честно. Ну, типа, вот ноут. Бери да хватай. Вот какой-то особенный ноут. Из Assassin's Creed или что-то типа в этом роде. Ну, скудно как-то. Вообще вещей нет. Ну ладно. Побежали дальше. Ля, какая куртка. Блин, мне бы шляпу найти. Со шляпой как-то поприкольнее было бы. По-моему, сигареты дорогие были. Ну, не то, что прям супер дорогие, но нормально стоили. Давай еще одну USB. Ох, всех обеспечу USB зарядками. Водолазка, ну-ка. Нормально, нормально. Прикольно. Так. Вроде бы прямо, да? Да, просто прямо идем. Потемнело, ёшкин кот. Хард. Вот, блин, вот что-что, но хард найти внутри грузовика от Ламазона. Я не думаю, подожди. А можно ли... Да, можно. Ну, как скажешь. Куртка Харрингтон. Фасон этой куртки настолько классический, что вас везде примут за своего. От холода тоже защищает. Ну все. Теперь я свой. Вот так, машина индрайвера. Дай мне топ-лут. Подушка. Водители спят прям в машине в индрайвере, да. Работяги. Не все любят подушки, да. Причем одного фасона.
красные полоски. В красную клетку. Блин, я скоро реально ПК соберу. Хард есть, кулер есть. Так. Интернет-кабель даже есть. Вообще балдеж. Так, короче, типа ночь наступила, да? Означает ли это, что в скором времени тут зомбаки появятся? Опачки, опачки. Во! Блин. Со шляпой я вообще прикольно смотрюсь теперь. Но мне бы ковбойскую шляпу. Я находил как-то ковбойскую шляпу. В ней реально прикольно смотришься. Так, сейчас добежим, сделаем квест еще один. Мне вот интересно, вот что-то будет происходить по выполнению всех этих квестов? Или же типа нет? Кстати, FPS ночью вообще хорошая. 60 стоит. Вообще стандартно. Блять, опять подушки. Слышь, какой-то зомби орет. Ну, вот, скорее всего, эмбиент такой. О, видеокарта. Сюда, да. Нормально так. Как думаете, сколько будет стоить видеокарта? Косарь? Может больше? Блин, интересно. Верстак. Гайд, как собрать игровой ПК в зомби-апокалипсисе. Да-да-да. Ну, ядрить это далеко, если честно. Изолентыч. Зажигалыч. О, привет, Сикадорова. Так, let's go, let's go, let's go. Супер хуги. Хаги. Хоги. Хоги. О, еще не хард. 2 харда, это уже хорошо. Ваги. Хаги. Ваги. Да, это оно. Ну, ключ на 9. Это он точно на 9? Разводной ключ. Блин, им надо было написать ключ на 9. Разводной ключ на 9. Так. Угу. Все, пошли. Тут сворачиваем. Натуральный маркет. Эй, ладно, натуральный маркет. Не будем заходить. Ебаный в рот, охуеть, я испугался. Заебись, игра вылетела. Господи, это за шо вообще, блин, ненавижу.
Надеюсь, эта мразь меня не сожрала, иначе это будет вообще обидно. Пиздец. Не выдержал сильной нагрузки. В количестве одного зомби. Да. Вылеты не исправили, вылеты на месте. К сожалению, все еще на месте. И это случается именно тогда, когда ты целишься в голову и стреляешь. Там, ну, видимо, что-то вот происходит у них во время, ну, попадания в голову, там, типа, вот эти вот брызги, что-то вот это дерьмо они не исправили. Там что-то, короче, очень плохо. Привет, Машрум. Здорово. Коля Антазович, привет. Спасибо. Тебе приятного просмотра. Так, давай-ка самый нижний выберем. Мурихалис. Мурхолс. Вроде бы все хорошо, я не знаю точно. Ну, блин, не знаю. Персонаж стоит. Надеюсь, там зомбаря этого не будет. Я просто выбрал другой сервак. Совершенно другой. Спасибо. Ковбойскую шляпу надо найти, ребята. Ковбойская шляпа, и я буду вообще мега хорош. Проживайте каждое действие полностью, как будто оно последнее. Ауф. Макри. Да. А! Я успел сходить только на одну университетскую вечеринку. А, ну, нормально. Ладно, с этим я соглашусь, хорошо. Приемлемо. Так, так просто? Ну, типа, да. Хранилище всегда Прикольно. доступно для тебя. Юкио, Эйс, Мисо. Это что? Хороший Японский сервак? Знаешь, Тут народу какое полно, наказание кстати. получают преступники? Привет. Полуголая женщина. Давай посмотрим. Блин, я не заметил. Блин, всего лишь 700 за видеокарту? Серьезно? Так дешево? Может быть, зависит от торговца? До Конечно, встречи. не, боец. конечно, навряд ли, но... Я О. иногда скучаю по своим жизням. Она страшная, конечно. Глаза такие не особо доброжелательные. Удачной охоты снаружи, друг. Ну, перейдем к делу. Так. Ай, да нет, нахер мне твои вопросы нужны. Давай к моей любимой части. Так, давай... Ну да, то же самое. Ну ладно. Это пока что самый дорогой предмет, который я находил. Видеокарта. И она стоила 700. Ну, 750 округлим. Так. Угу. Хорошо. Отлично, спасибо за покупку. Удачи, я подписался, я пошел. Удачки, братка. Спасибо от души. Увидимся. Ошсвикс, здорово. А как с фрезами бороться? Вообще без понятия.
Понижение графона и тому прочее вроде не особо сильно помогает. Хотя мне, по-моему, рекомендовали вот NVIDIA Image Scaling вырубить. Потом шейдеры на низком. Наверное, качество листвы стоит тоже понизить нахер вообще. Ты отражений тут полный кал. Как-то ты их не настраивай вообще. Качество расстояния пускай остается таким же. У меня все вырублено, фул низкие настройки. Бывает такой фриз, понимаю, что можно комп выкидывать. Но игра пока не оптимизированная. Тут уж ничего не поделаешь. Реально. Им надо вот в техническом плане как-то с игрой разобраться. И тогда все будет вообще великолепно. 6 FPS, ребята. Вудбери мы всегда тебе рады. 7 FPS. Бред, good friend. Ну, рекомендую тебе повысить твои настройки. Видимо, низкие настройки это наоборот высокие настройки. Как бы, я не знаю. Тут как бы логика наоборот работает. О, повысилась, смотри-ка, повысилась. Так, хорошо. О. Так, FPS возвращаются. Так, тихо. Так, шейдер попробуем еще, давайте повысить на максимум. Не, шейдеры не повлияли. А ну дай я тебе заскрин настройки. Сейчас я вот это уберу. Давай-ка еще с тенями попробуем разобраться. Возможно, если мы тени уберем, будет четко. Ну да, повысилось четко еще. Пару FPS дало. В городе, наверное, вообще будем летать. Так, качество текстур. Пускай остаются. Сглаживание. Так, просто... Настройте качество эффекта постапотокения. Такие motion blur, да, field, bloom. Еще дало чутка. До 40 аж подпрыгнуло. Так, что еще? Короче, листву и отражение вообще не трогайте, это полный кал. Оптимизируй. Да, и качество расстояния тоже сильно влияет на FPS, оказывается. Тут уж понятно. Ну и все? Заскринил? Короче, почему-то у них вот именно качество отражения и качество листвы ну, странно работают. Не понимаю, как вообще. Покажи дачу. А я его, кстати, не обустраивал еще. Она стартовая стоит. Я им займусь, кстати. Сейчас мы выполним задачи. Так, подожди, что? Миссии поменялись. Набор сантехника. Ингалятор инсулин. Ну дай-ка вот это вот. Сантехник. С возвращением. Я наоборот на фулл и низкие скинул и лютые фризы. Так, давайте посмотрим, что у нас. 2000 есть. Давайте их сохраним. Эй, удачи тебе. Хочешь положить что-то в хранилище?
Вот тут Можешь непонятно, пользоваться. какой народ Всё готово. бегает в этом серваке. Возможно, агрессивные будут все. И часто выходящие наружу. На том серваке их был бы как будто бы было мало. Ща позырим. Возможно. Будьте светилом для самого себя, будьте сами себе прибежищем. Не ищите другого. Все должно пройти. Следуйте своим стремлениям. Не сдавайтесь. Да, я прям как революционер. Viva la революцион. Ау. Еще мне этот автомат прикольный. М16. Ты попал в опасную Юго-борьба. зону. Забери как можно больше ценной добычи и возвращайся в Вудбери. Так. Твою мать. Через весь, сука, город. Так. Ладно. Имеет смысл пойти по краю города. У тебя все хорошо. Да, хорошо. Погоди, чё? Ну и странный огонь, конечно. А зачем делать квесты? Ну чтоб хоть какие-то эти были активности, чтоб людям было интересно хоть как-то играть. Блин, я надеюсь, в ближайшем, ну, вот в течение декабря они закинут какие-то вещи. Огни на СФР. Огни большого города, 2 полигона, да. Ну, что поделать, что поделать. Статуя зайца. Блин, как же я надеюсь, что не забросит игру. Хорошая, по сути, может быть, игра. Я могу стримить эту игру 24/7 просто. Стать, так сказать, амбассадором этой игры. Интересно, как бы игра выглядела, если бы место действия было Якутск? Им надо было именно так делать, скорее всего, да. Ну, я вижу лишь в этом только большие плюши. Ну, говорю, плюсы. Они еще могут это сделать, я считаю. Им стоит пройтись по городу, там зайти в архивы города Якутска, в мэрию, там поспрашивать карты, запросить вот эту вот карту города Якутска, как она выглядит, там прочее. Плюс какие? Город маленький. Город маленький, его легко можно сделать, ну, внедрить игру. Конечно, это не готовые ассеты, придется все самим делать и так далее, это на это время уйдет, но как же это, блин, вообще сделает игру популярным, это будет вообще пушка. То есть и людям будет интересно, не живущих в Якутске. Также будет интересно людям, которые вообще далеки от игр. Они такие, типа, взглянут на игру, погоди, это чё? Город Якутск, что ли, типа? Нифига себе, прикольно. А что за игра? И начнут спрашивать, узнавать.
Совершенно новые люди зайдут в игру, я уверен. Блин, стрельба-то была близко очень. Вот это вот Вудбери и там прочее. Америка. Зачем? Можно было бы реально вот про Якутск сделать. Будет эффект доживет для тех, кто в нем живет. Интерес для других. Да. Забаррикадируй свой дом. Не, прикинь, ты такой гуляешь по городу, они добавили типа твой район, твой дом в игру. Ты такой, вау. Прикол. Вообще огонь. И будьте уверены, это бы вообще, ну, очень много плюсов еще и вне игры принесло бы. Ну, именно самому Якутску. Туристов там прибавилось бы и так далее. То есть, не то чтобы даже туристов, возможно, типа, фанаты игры какие-нибудь со временем появились прям такие. И они будут такие, ну, собрали бы деньги. Полетели бы в Якутск посмотреть. Настоящий Якутск. Будут референсы, типа, о, площадь Ленина. Я в The Day Before, но в реале, типа. Прикольно было бы. А то что-то какое-то общение, ну, бездушный, якобы Нью-Йорк какой-то. Зачем, блин? Мало игр про Нью-Йорк, что ли? Господи. Их просто дохера и жопой жую, вообще никому не интересно уже давно. А вот Якутск, это уже интересно, да. На это бы люди взглянули бы точно. Это реально город из магазина ассетов? Я думаю, что да. Я думаю, что да. Тут, скорее всего, много ассетов. А, пон. А их двое даже. Так. Не буду стрелять. Я более чем уверен, что тут все из ассетов. Здания ассетные и там прочее. Разве что некоторые... некоторые объекты рукотворные, типа фантастика кафе и там прочее. И стрельба по умолчанию из Unreal, да? Блин, тут забаррикадировано все, и не могу пройти, сука. Интерфейс тоже. Это да. Это да. Хакермен, хакермен. Просто конструкты собрали и все, да, видеокарта, заебись. Да, как-то так получается.
Но лишь бы они, сука, не забросили эту игру. И дальше уже доделали бы ее. Я прям верю, что у этой игры есть какое-то будущее. Да, видюха нормальная. Но она не так дорого стоит, как можно было подумать. Но это самый дорогой предмет, который я находил в этой игре пока что. Ее можно за 750 типа продать. Нормальная тема. Сколько фэпосов? Фэпосы стали чуть лучше, чем вчера. Вчера было намного хуже. Патч какой-то выходил на 250 мегабайт или типа того. Сейчас фэпосы у меня варьируются от 40 до 50. Это еще от смены дня и ночи, скорее всего, сильно зависит. Я вот не понимаю, знаешь, они вот насрали ассетами, по-моему, да? И вот там вот наверху, на крышах, да, и там прочих вещах, вот там вот, находится много-много-много всяких типа ненужных объектов, которые наверняка сжирают ресурсы. Я в этом почему-то очень сильно уверен. Там чел пробегал. Блять, он сюда бежит. Ебучий случай. Гондон притаился еще. Квесты подай, принеси, да. Да. Хотя я зря, наверное, верю в эту игру. С одной стороны, возможно, самим разрабам уже давно насрать на нее стало. Хер его знает. Хотелось бы, конечно, верить лучше. А он реально притаился? Я как будто бы слышал его шаги. Но с какой скоростью они клепают патчи, хочется верить лучше. Да. Да он точно там есть. Или, блин, мне кажется. Я не понимаю уже. Звуки странные. Вам не кажется, что кто-то есть, но... Возможно, игра меня путает или что? Он тут полутал и ушел. Да, он все залутал и ушел. Так, это место я уже помню. Игра, кстати, вообще вся
находится на одной плоскости. Имеется в виду, по вертикали она верхней не поднимается вообще. Вторых этажей и там прочих таких вещей вообще нет. Чисто вот так вот. Надо геймплей Division посмотреть. Не, Division вообще не похоже на эту игру. Разве что только лишь тем, что там город и все. Атмосферу сравнить. Совершенно разные игры. Даже по атмосфере. Division, как она, ну, вот, для меня ощущалась. Она для меня ощущалась как бред наркомана. Вот. Вообще не могу воспринимать Division никак серьезно. Ну, я типа вообще не могу смотреть на то, как ты стреляешь из автомата в голову бандита, и он типа не умирает с одного выстрела, спустя там типа 30 попаданий или около того. Потому что он типа 10 или 20 уровнями выше, чем ты. Вот эта вот тупая система с уровнями, это вообще кал какой-то. Типа РПГ, ёшкин кот, ага. Кого-то убили. Неплохо наполнили мир. Этот? Ну, типа, да. Пиздато. Спасибо большое, нахуй. Второй вылет, заебись. Я выстрел-то в кого-нибудь сделаю. Бля. Он сидел прям, лутал его. Был охуенный шанс убить его. Да. Всякие мешки мусора и там прочее. Да они... Уж лучше бы на оптимизации игры, блин, поработали бы. Наполнить-то окей, но мне кажется, они как-то переусердствовали, слишком фанатично к этому делу подошли. Насрали так, что игра тормозит безумно. Привет, Михаил Спиридонов. Здорово. У Кота стример также было, прицелился и вылетел. Тут всегда так. Всегда. Так она вылетает где-то 2 или 3 раза, а потом перестает вылетать. Но факт в том, что он такой, да. Привет, Клинап Гайдаро. Нужно было сделать на Unreal 4. Возможно. Они на каком движке сделали-то ее? На 5-м Unreal, да? Это 5-й Unreal? Lies of P прошел? Нет еще. Но я к ней еще вернусь, конечно, будем проходить. Пока щупаю вот нашу якутскую игру. Да, Unreal Engine. Но непонятно какой, скорее всего 5-й. На Unreal сделали. Загнивающий запад. Так. Ну что, как там назывался мой сервак? Мурхолс. То есть, по сути, я должен появиться на том же месте, где я был. И надеюсь, я не умер. Я выбрал точно тот же сервак. Привет, Экспон.
как игра? Игра-то вполне себе хорошая, но пока не стоит покупать, ребят. Типа, если вы насчет этого спрашиваете, скажу честно, не покупайте. Просто я вот почему говорю, что игра хорошая, потому что вне идеи, как бы core геймплей и там прочее, вполне себе хорошие. Им стоит нормально допилить эту игру и так далее. Будет окей, вообще будет хорошо. А это по сути казуальный Тарков, похожий на PUBG. И это можно сделать интересно, по идее. Но я не понимаю, почему они не могут этого сделать, потому что, ну, точнее, пока не могут, наверное. Блин, вот если бы я работал в фантастике и был бы вот в этом проекте, я бы ее так, сука, жестко сделал. Ну, в том плане, что как геймдизайнер, какие идеи я бы там пытался бы реализовать, это было бы совершенно иные вещи. Активности бы там таких прям хороших накинул бы. И чтоб какой-то сюжет был, тут прям надо. Ну, не знаю, чтобы какое-то чувство прогресса было, знаешь. Было бы прикольно. Именно в плане, не именно развития персонажа, его лута и там прочее, а вот колонии, там, персонажей вот этих вот, так далее. Но так как это типа ММО, да, то в нем нужны всякие разные события, которые будут глобально менять типа геймплей для всех игроков. Вот это вот надо. Зря ждал игру, а тут ну, запасись терпением. Я думаю, игра потом расцветет. Лишь бы не забросили. Вот лишь бы они, блин, не забросили эту игру. Она мне, в принципе, очень нравится. Они могут сделать очень хорошо. Это, по сути, знаете, как я уже говорил, эта игра, как неограненный алмаз, ее стоит лишь вот отшлифовать и сделать, ну, красиво. Это прям, ну, драгоценность. Но он пока, типа, не особо такой. Я видел видос, где чел спрятался, а у него голова выросла, как воздушный шарик. Мы, по-моему, такое уже видели. Но это было в Вудбери происходило. Там у чувака башка огромная была. Почему такая долгая загрузка, сука? Ага, как Starfield игра раскроется через 10 часов. Не-не-не. Эта игра никогда не раскроется. Ну, на данный момент в его состоянии. Она должна раскрыться только с помощью разработчиков, которые накинут ей контента и, ну, не знаю, оптимизации там прочих и так далее. Еще и регла хедшот. Жестко. Да. Так, там даже комментарий какой-то ставил. Да, сидим, ждем. Вот вчерашний клип еще. Что происходило? Я это вот с Арсеном играл. Какие ощущения от игры? Да, вполне себе нормальные.
Все равно как-то, да, хочется дефать игру за счет того, что она сделана нашими разработчиками. Именно вот якутскими разработчиками. Но также это вот у меня происходит именно в каком-то еще и по оправданным причинам. Игра вполне себе хорошая, но, сука, такие технические у нее проблемы, просто кошмар. Чтоб игра вылетала от того, что ты в голову целишься и стреляешь, это пиздец, конечно. Асманголд. Да. Увы. Так и случилось у меня. Путь не в небе, путь лежит в сердце. Я, конечно, не так эмоционально прям отреагировал. Давайте я так буду делать. Попробую спародировать Асманголда. Да ёпта, 99% это самые долгие 99% в моей жизни. Давай уже, пожалуйста. Камон. Ёшкин кот. Да неужели, нифига себе. Нужно стримерам иронизировать. Так. Я живой, надеюсь. Игра, не будь говном, пожалуйста. Меня очень напрягает тот момент, что он очень долго грузит. Потому что я выбрал тот же самый сервак, откуда я вылетел. То есть по логике он мне должен воскресить именно в том месте, где я вылетел в прошлый раз. Проблема в том, что там же рядом со мной находился какой-то чел. Купи Тарков. Мне уже давно все говорят, купи Тарков, купи Тарков. Может быть, и надо бы купить, возможно... Купсимство. Так, что-то происходит. Давайте-ка я на всякий случай просто вот так вот сделаю. Да-да. А еще в Пропнет играл, а теперь не играю. То, что серверов нет. А раньше были, а теперь нет. Видимо, в убыток уходит. Они же арендуют все-таки серваки. А аренда серваков идет там, какие-то большие суммы. И вот эта вот тема как-то
Пропнет хорошая была игра. Она мне очень много приятных эмоций принесла. Я реально веселился там, орал вообще жестко. За маньяка там реально весело. Эх. Да за что, пожалуйста? При запуске произошла ошибка? Гачи Геншин. Ну да, было бы прикольно. Зомби-апокалипсис. Как оригинально, конечно, да. По-моему, это 10. 11. У него уже пуск посередине, да? У 11. Тогда у меня 10. Хочешь кушать? Блин, я тоже. Я тоже, братан. Я тоже. Блин, надо бы завтра пойти потренироваться. Что-то я много дней как будто просрал. Ну как много дней? Я просрал буквально 2 дня. Кардио? Ну да, кардио надо поделать. Я сегодня кардио пропустил. Завтра надо бы... Обасти нахуй. Мой персонаж удалился. Да? Ебануться. Не, ну это реально. Это то, что случилось. Не, ну если вайп, то ладно, не так обидно будет. Если это вайп. Но если я сейчас зайду и увижу, что это нихуя не вайп. А, что? А? Что? Нет, это не вайп. Мой персонаж показывается в экране загрузки. Какая-то хуйня с синхронизацией случилась, что ли? Что вообще не понимаю. Бля, не это начало игры. Покажи свои руки! Ты слышишь меня? Черт! Он заражен? Вроде нет. Что будем делать? Он умрет здесь. Времени нет. Давай его в машину.
Зрачки, понятно. Похоже, твои зрачки реагируют, и слух не поврежден. Как ты себя чувствуешь? 60 FPS. Когда мы нашли тебя, ты потерял много крови. Я Я не чувствую. верю в чудеса, поэтому думаю, что твое выздоровление – результат невероятной силы духа. Да, кстати, добро пожаловать в Вудбери. Похоже, Блин, меня это пизда как напрягает. Подожди. ты, вероятно, Вот, вроде он на месте. Амбер Лейк. Да, я по факту толком-то и не поиграл. Ну ладно, квесты выполнил, но я никого не убил ни разу. За сегодня. The day before. Игра реально просто типа Ходи лутай называется. Ходи лутай. Жанра симулятор ходьбы и лутания. О, слава тебе нахуй, господи. Так, отлично. Звук шагов пропал. Хотя бы ту зомби ту бы убил, который в машине застрял. Но игра бы вылетела, наверное. Не, ну главное, Привет. персонажа не потерял. Это главное. Твои вещи будут в целости и сохранности. Все готово. Вот Увидимся. это же жесткий абуз, по идее, что происходит на самом деле. Но я это делаю неосознанно, в том плане, что, короче, следите за мыслью. Лутаешь, 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 не идешь к выходу, просто выходишь в главное меню, перезаходишь в какой-нибудь сервак, в другой, не в том, в котором ты был, там, где ты залутал все. Просто в другую заходишь, и все, Эй, пожалуйста, боец, ты вытащил все отлично. вещи Приступим к главному. из зоны. Пользуйся, приятель. Это реально типа так работать До может, встречи, походу. боец. Они как будто бы, да, пипец не продумали многие вещи. Чем могу помочь? Можешь пользоваться. Че, продолжаешь, что ли? Ну да? О сохранности своих вещей. А ты что, типа, удалил игру, все? Рефанд? Обуз бабок убрали, да. Дюпы убрали. Так, ну-ка. Крис Эдард. Чё? Ну, это еще куда бы ни шло. Можно было бы пойти сюда. Но выход пиздец далеко. Удалил, но... Да. А я решил игре как-то шанс дать. Буду следить за ней. Мало ли.
Они же собираются поддерживать игру, я надеюсь. Леха. Ты что-нибудь знаешь? Или они также сдадутся, как с Пропнайтом? Пропнайта, блин, была хорошая игра, капец, но... Они монетизацию нормальную как-то не подвезли. И дохода у игры не было, и содержать арендованные сервера вообще было типа невозможно. Ты попал в опасную зону. Забери как Платить можно за арендованные больше ценной сервера добычи имеется в виду. и возвращайся в Вудбери. Да мать твою, подожди, ладно, тогда я на склад попробую квест взять. Все. Так, это мне как надо бежать? Просто в эту сторону, по-моему, да? Ладно, тогда проще будет выйти. Сука, почему шаги не слышно? Сервер Ember Lake будет выключен через 15 минут? Это за что? Блин, почему? О, выстрел слышно. Но я надеюсь, что не слышно только именно моих шагов. Так что, возможно, это преимущество. Да вы издеваетесь, если бы я добежал до конца и встретил бы тупик? Вообще было бы не круто. Блин. Жесткий опен, конечно. Надо держаться низа, чтоб не заметили. Так, немного восстановимся. Так, сейчас добежим до склада. Надо будет взять квестовые предметы и убежать через бункер. Нормально, кстати, я уже 2 квеста выполнил. Очки репутации растут. Блин, почему там... Я просто... Блин, я столько раз подавал... Я столько раз хотел устроиться на Фантастик. Но, блин, я не понимаю, там... Почему они не подумали про систему поощрения? Ну, точнее, даже не про систему поощрений, скорее, а про... Цели нет в игре, вот цель нужна. Не то, что просто зашел, залутал и вышел. Нужно что-то еще более весомое, типа, не знаю... Помимо того, что это по сути казуальный Тарков, я понимаю, на что был расчет у разработчиков, типа у нас будет казуальный Тарков, и в этом типа весь кайф будет. Люди будут заходить, типа, и типа такие: о, стрёмно, меня могут убить, я потеряю весь лут. Но как будто бы это как-то в этой игре не работает, потому что, ну не знаю. Хотя с одной стороны как будто бы и работает, но как-то слабо, что ли.
Вот так как игра вертится вокруг колоний выживших в Вудбери, там вот точно нужна была какая-то система повышения какого-то уровня. Не в смысле персонажа или что-то вроде, ну, чтобы у него статы еще какие-то повышались. Нет, что-то вроде уровень лояльности, уровень репутации, уровень, там, не знаю, именно даже самого колонии, чтобы ты поднимал уровень как бы обеспеченности самой колонии вместе с другими выжившими. Ладно, есть дача, да? Окей, это прикольно, хорошо. Но также надо было бы что-то глобальное поставить, чтобы у всех игроков также какая-то цель была. Чтобы они, ну, даже могли бы сплочаться и играть вместе. Возможно. А не просто типа... Ну, это в логику какую-то не вяжется игры, когда типа вы все из одной колонии выживших, но как вы выходите в город, вы все друг друга убиваете. Типа, в чем прикол? Почему так получается? Вы же вроде все, ну, друзья должны быть. Вот если было бы еще одна другая колония, типа вражеская, да? Короче, типа что-то вроде ходячих мертвецов, короче, если бы они, ну, замутили бы. Вот это уже другая тема совершенно. Вот это было бы реально прикольно. Ёпта, это склад одежды, что ли? Почему? Он мне вообще не попал, да? Да, и звуки шагов всех игроков пропали. Их я тоже не слышу. Они меня интересно слышать. Гранаты подкидывают. Да, они меня тоже не слышат. Так, обойду их тогда. Спокойно. Вижу. Но он меня тоже видел, скорее всего. Блин, ну я дал в голову. Кстати, игра не вылетела. По-моему, не простреливается, конечно. Я не пойму, это хитбокс дерьма? Вижу я в голову.
Да, это хитбокс говна. Блять, охуенно ты встал, сука! Как дела? Бля, он хочет продержаться до конца выключения сервера, что ли? Надо пушить, короче. А, он просто вышел. Понимаю, понимаю. Понимаю. Да, даже таких... Да. Прикольно, спортивно, четко, молодежно. Трус. Сел и убежал. Им надо будет сделать такую херню, чтобы, ну, типа, вы точно хотите сейчас выйти? Вы тогда потеряете своего персонажа. Он просто взял лут, с собой унес и все. Он, наверное, тоже сказал, хитбокс говна и удалил игру. Да, тоже верно, тоже может быть. Вот это вот говно, оно просто кубик нахуй. Вау. Это вау, товарищи. Блин, тут все облутал, походу. Ну или не все. Сука, сервак вырубается. Вот это самый вот такой вот тупой квест с сантехникой. О, герметик нашел. Все, герметик нашел. Слава богу. Что там еще осталось? Блять, почему так много одежды? Набор для пайки и чё? Набор сантехника. 2 набора. Я охерею, если еще одну одежду увижу. Я просто с ума сойду, реально. Ну, хоть что-то. 2 минуты. О, нихера, ключ. Класс. Балдеж. Так, давайте-ка попробуем открыть ту дверь. Там была же закрытая дверь. Наверное, она оттуда? Но почему-то там номер написан 619. А, 315, смотри-ка. Все двери имеют номера.
Так. Как же эта игра странная. О, сейф он не залутал. Набор сантехника. Отлично. И последнее, пожалуйста, дай мне. Набор для паек или что там такое. Лампочка. Набор для пай. Блин, USB. Серьезно. Да, бутылка воды в картотеке. Нихера. Слушай, а неплохой лут. Падла, не успел. И чё, Эмбер Лейк просто перезапустился? О, кстати, мы сейчас проверим. Возможно, перезапущенный сервак будет, знаете что? Иметь дохера зомби. Или он вообще не запустится. Его вообще нету, что ли? Смотри-ка, с концами вырубился, походу. Средне мало, много. Ха. Да, уже мало народу заходится. Убрать шору. Ну, давай в самую первую зайдем. Там, где куча народу. Тот, кто знает, как течет жизнь, не чувствует износа, не нуждается в починке и ремонте. Ауф. Блин, что за цитата? Господи. Тот, кто знает, тот знает. А тот, кто не знает, не знает. Нужно знать, чтобы знать. А знать нужно. Точка. Видишь, Шрам? Подцапался за... Привет. Можешь не переживать за качество товара. Здесь все лучше. Так, давайте-ка я герметик Увидимся, и приятель. это говно оставлю тут. В хранилище. Джимми! Как дела? Собираешься наружу?
Здесь надежно. Цевье Предатор пропал, кстати, да? Да, почему-то этот лут не зарегало. Да, увы, увы. Окей, так. Рюкзачок положим. Все готово. Ты береги себя. Так, продадим весь кал и побежали на еще одну вылазку. Рад тебя видеть, приятель. Выдвигаешься? Да. Можешь не переживать за качество товара. Здесь все лучше. Одна явно лишняя. Вижу, ты сегодня повеселишься. До встречи, боец. До встречи, боец. А, кстати, вот сейчас тоже шагов не слышно. Я чё, блин, Чем могу помочь? заметил. Только сейчас. Клади вещи сюда. Я даже этой Ходи теме ещё. как-то подпривык. То, что шагов не слышно. Увидимся. Привет, Фришмит. Здорово. Господи. Так, давайте попробуем перезайти. Блин, в эту игру в данном ее состоянии вообще практически как будто бы невозможно спокойно, нормально поиграть. Я не знаю, типа, возможно, стоит ее пока, ну, реально, типа, ну, до следующего обновления перестать в нее играть, что ли, или что? Я даже не знаю. Или наоборот, стоит как принять это как челлендж и играть в нее всегда нахер. Типа... Типа до тех пор, пока я не стану единственным человеком, который играет в эту игру. Удали. Так, подожди, сейчас посмотрим страницу. Какие там, бля, крайне отрицательные. Ну да, ну да. Так, давайте-ка и в Discord зайдем. Что происходит у них в Дискорде. Привет, Иван Ваниш. Здравствуй. Как там? Игра изменений есть? Ну, там какой-то маленький патч выходил, который что-то... немного подправил в плане... FPS немного стал стабильным. В плане... Оно теперь иногда хорошо сидит на 60, 50. Но это все зависимо от времени суток, в каком ты находишься. Или типа того. Дюпа не, они Дюпа не исправили, кстати. Дюпа не исправили. Да.
Да уж. Блин, погоди. Ну... Это Discord. А про стрелы узнали, что там? По-моему, там просто сломаны хитбоксы самих предметов, там типа или что-то в этом роде. Мы сейчас видели такие хитбоксы офигенные, что вообще хереть можно. Арты, смотрите. Да. Так, Game News. Давайте посмотрим новости. Что там может быть? Патч. Так. Блин, ну им, короче, надо бы вообще серьезно подправить игру. В плане, сука, боже. У игры знаете какие косяки? Да их дохуя. Они очень плохо сделали. Они, короче, блин, даже слов нет, по идее. Вот знаешь что, короче, какие проблемы у этой игры? Помимо... сука, я просто не знаю. Что-то мне кажется, что эту игру прям просто реально... Мне кажется, они сдадутся. Они кажется, сдадутся. Мне кажется, не сдадутся. Они же сдались с этим. У игры хотя бы плюсы есть? Да, игра хорошая по идее. Вот именно в том, что она казуальный Тарков, похожий на PUBG. Игра по идее окейная, реально. Но, сука, как же она проигрывает в плане... О, шаги слышно теперь. Как же она проигрывает от того, что они изначально как-то к ней по-идиотски подошли. В том плане, что они насрали ассетами готовыми. Я это прям вижу очень четко. Тут авторского и своего. Кстати, приветствую, Спектр. Да, здравствуй еще раз. Как будто бы, ну, мало, что ли. Возможно, одежды, автоматы, модельки, там прочее, они вот все с вами сделали. Но анимация движений и там прочее, вот это вот, и персонажи сами, все это на движке. И возвращайся в Вудбери. Точнее, не на движке, это ассет PUBG. Да, мне как раз туда. Они, скорее всего, по этому квесту бегают.
Вот видите, вот в самой игре вот здесь 60 FPS держит. Это благодаря патчу. Бегут двое. Хороший комп у стримера? Ну да, вполне приемлемый. Так, все, двоих забрал. Так, эта игра такая мыльная или настройки такие низкие? С настройками тут, конечно, вообще, кстати, странная штука творится. Звуки поправили? Да, как будто поправили, ага, некоторые. Что херово, иногда тут звуки из шагов пропадают. Так, сейчас еще патронов заберу у него. А, патронов-то и не было. Шестеренка. ССД-ПК. Неплохо. Так. Мне нужна шляпа ковбоя. Я 2 челиков завалил. А, бля, да? Труп второго исчез? Сука, вот это пиздец, конечно, напрягает, блядь. Получается, умер ни за что. Этот второй братишка-то его. Так, где он был? Так, они так пробегали. Они так пробегали. По идее, он тут должен был валяться где-то. Мертвый. Но труп исчез. Обидно. Обидно. Ну ладно, потопали дальше. Хороший, кстати, стол. Вот М16. Нормально так ложит. За девку хотя бы играл, а то вообще таксейшн. Тоскейшн. Ну блин. Простите меня, я подвел вас. Да нормально, прикольно. 2 людей убил еще. Двух людей мочканул в соло. Глядите, буду потом совсем профессионалом в этой игре.
профессионал. Буду в супер крысу играть. Людей валить. Засад всяких. Так, эта стрельба, скорее всего, в складе происходит. Вот этот сраный квест на сантехника, он, походу, самый популярный. Так, или это бункер. Или звуки не исправили, кстати. Вот сейчас я слышу бред этот. Или он реально так стрелял. Так, набор паек. Мне нужен набор паек. Заебала эта одежда, пиздец, сколько можно? Так, тут явно где-то чел ходит. На втором этаже, что ли? Так. Меня это начинает напрягать, если честно. Если бы я собирал всю одежду, которую я нахожу, я реально мог бы просто, не знаю, стоять и торговать в столичном рынке, нахуй. Так, еще один зомбак где-то рядом. Ну, вроде чисто, никого нету, кроме зомбарей. Блин. Сука! Это вообще не смешно, нахер. Это уже начинает напрягать реально. Сука. Дай-ка угадаю, куртка, да?
Куртка? Да, заебись. Ну, немного ошибся, ладно, это свитер был. Сука. Ёб твою мать, я сейчас ебу дам, реально. Чё за тупая вероятность выпадения вещей, типа, у них стоит, я не понимаю. Почему? Блин, это же не склад одежды. Я уверен в том, что это не склад одежды. Какого-то хера же меня послали сюда за набором сантехника, нахуй. Ножниц. Пиздец они поскупились на... Блять, они пиздец поскупились. Они, короче, действовали, знаете как? Я вот прям вижу, как это вот происходит. Как они создавали эту игру. Они буквально, вот просто буквально делали игру по учебнику, грубо говоря. Просто по ебаному учебнику. Чел просто, блядь, не сечет вообще в играх. Нихуя. Они просто, ну, делали как, ну, как один человек говорит или что-то в этом роде. Я не понимаю, реально. Там просто, наверное, по учебнику говорится, чтобы... О, кайф, повезло. Какая-то пародия с квестами. Ну, типа, да, скорее бы я сказал. Но на самом деле это Тарков. Я это, наверное, часто буду говорить. Это казуальный Тарков. Но с модельками и анимациями из PUBG, но без паркура. Игра пиздец какой хороший может быть потенциально. Я прям уверен в этом. Я прям знаю, что игра может быть супер крутой. Но, увы, по-моему, разрабы сдадутся. Что-то, блядь, мне так кажется. Игра может получиться охуенной, но они сдадутся, мне кажется. Из-за крайне негативных отзывов они такие, наверное, возможно, забросят игру. Но хотелось бы верить, что они смогут нормально сделать. Много игр, блин, выходило из крайне негативных на ну или немного, но в принципе есть такие игры, которые из крайне негативных выходят в положительные. Игры же 100 лет назад купился, они на разработку деньги собирали. В смысле собирали? У них же издатели есть. Бля. Игра не была на Kickstarter или еще где-то. У них есть издатель. Ты, наверное, путаешь какую-то другую игру. Здесь. Наши пацаны уже выехали. И возможность покупать игру появилась только в день релиза. Привет. Рада, что с тобой все в порядке. Открыть тебе хранилище? О сохранности своих вещей. Так, Увидимся. сейчас Звучит паршиво. сдадим квест Крису. Хорошего дня. Дела у нас идут плохо. Стабильный 60, прям везде держится, прикольно. А что случилось с игрой? Ну ясно. Привет. Как успехи? Типа надо было просто выключить и включить игру? Спасибо тебе. Мы очень ценим. 80 твой вклад в FPS, общее нифига дело. себе. Блин, вот это Давай. херово. Вот это херово, конечно, то что... $80 no way.
Блин, я что-то начинаю напрягаться. Если по второму разу появится один и тот же квест, который я уже выполнял, я выключаю игру и удаляю. Сантехнику я выполнил, Майка я выполнил. Эддарда или Эдбери, или как его там звали, тоже выполнил. Армия приучила меня к ежедневной утренней зарядке. Эй, удачи тебе. Эддард, да. Эй, боец, Эддард Старк, блин. выбирай, приятель. Так, ноутбук стоит 300. Так. Так, а вот еще плата, и вот еще бабки, кажется, совсем их пропустил. Конечно, такой себе у них издатель, одна игра и один DLC. У них издатель Майтона. Она занимается чисто разработкой мобильных игр. У них на мобильных играх большой приток денег. Но тут решила смело выступить как издатель типа первой якутской ААА вроде бы проекта, но по факту оказалось, что это АА. Или просто АА. Вроде бы. Не знаю даже. Но вроде бы они... Я не знаю, кстати, сколько они влили в эту игру денег. Вот это вот интересный вопрос, кстати. Сколько они влили в эту игру денег? Пожалуйста, приходи еще. У меня арсенал большой. Просто я надеюсь, что мало денег, потому что игра по факту сделана из ассетов. Она просто сделана из ассетов. Авторского тут мало. Я, конечно, стараюсь дефать игру всячески, их находить в ней какие-то положительные моменты. Но все положительные моменты с моей стороны, вот, ну, честно признаюсь, это типа игра перспективная, понимаешь? Она, типа, может быть крутой, если ее не забросят. Типа, как-то так, нахуй. Печально звучит, конечно. Но, сука, пиздец, как правдоподобно. Проект уровня Си называть А. Ну, блин. Это А, жизнь проект. Ну, такое, да. Так, пора купить шлем. Хороший выбор. Спасибо за покупку. До встречи, боец. Я иногда Снова бежишь, да? Хорошего дня. Эй, как дела? Пожалуйста. Отлично. Увидимся. Так, квест у меня есть, пошли. И знаете, в чем проблема? Мне-то вот эту игру друг подарил, чтобы я его постримил. Арсен. Но если бы я ее купил за свои прям, ну, вот эти вот, за свои кровные, я бы, скорее всего, эту игру... Ну, я не знаю. Возможно, блин,
Я, наверное, был бы более категоричен. Но... Какая сейчас Ты их попал в стратегия? опасную зону. Собери как можно больше ценной добычи и возвращайся в Вудбери. Так, понял. Какая сейчас стратегия? Эту игру могут купить другие разрабы и так далее, чтобы The Bizon сделать. Ну, по идее, да. То есть все можно сделать в этом плане. То есть я думаю, что такое реально возможно. Просто вот я думаю, все понимают, что игра, блин, может получиться просто охеренной. Это вот реально, это так. Игра может быть супер крутой. Но ё-моё, эти ребята из фантастиков, по-моему, все проебут. Они просто реально не осилят это. Просто потому что... я даже не знаю. Я бы хотел посмотреть, как они вообще, ну, вдохновлены были своим проектом. Как-то они, ну, по идейному двигаются. Или там чисто ребята на зарплатах, нахуй. Как вообще, типа? Там вот ребята любят свою работу или нет? Вот что хотелось бы узнать. Ну просто как-то, когда ты видишь игру, построенную из ассетов, ну, устраивается немного другое мнение, конечно, о том, любят ли они свою работу или нет. Конечно, так сделать проще, конечно, так будет быстрее, но, сука, раз уж игра сделана из ассетов, его же можно было, ну, намного оптимизированнее сделать, скорее всего, не? А почему так мыльно? Текстура будто из Сан-Андреас. Вот так вот, блин. Сначала проверил бы, а когда подарили, ну, блин, классный потенциал, очень классный. Вот да, мысли прочитал. Вижу шрифт из Last of Us и как-то сразу забываю про любовь и творчество. Да, вот, ну, блин. Как-то я не могу прям, ну, утверждать и говорить, что, скорее всего, эти ребята, ну, любят свою работу и как-то тут вот реально с какой-то идеей двигались. По-моему, это чисто коммерческий продукт, как он есть. Что популярно и тому прочее, они такие... Ну, причем еще Майтона, это же, ну, разработчик мобильных игр. Они просто прошлись по каким-то трендовым темам. Зомби, постапокалипсис, Тарков и тому прочее, какие-то такие штуки взяли, объединили. Ладно, не, вообще нормально, ладно, вот типа такой ресерч устраивать и делать игру, это вполне нормально. Но когда ты, ну, вот все эти собранные темы создаешь чисто из ассетов, без каких-либо, ну, с каким-то минимальным количеством типа авторского своего, ну, то это как-то, блядь, хуй знает. Чисто, ну, пиздец какой-то. Да, реклама индрайвера. Они, видимо, за счет рекламы индрайвера еще очень хорошо обогатились. Успел заскрить индрайвер, да, кстати. Следующий найдем. Нормально потусуемся у него. Когда кто-то полностью из ассетов что-то делает, я начинаю симпатизировать нейросетям, чем они хуже тогда. Это да. Нейросеть, по крайней мере, сделают оригинально. Они сделают по-другому. Смотрите, прикол, да? Что творится? Это еще не экран, это баннер просто, ну, блядь, картонный, типа такого. Но он такой, типа, гличует, как будто это телек, нахуй.
Блин, как же я стараюсь любить эту игру. Но вот проблема в том, что авторы ее не любят. Авторы этой самой игры. Пиздец. Печально. Они сделают быстро и почти что бесплатно к тому же, и сопоставили с качеством. Согласен, по идее, если брать хорошую идею, концепты при этом он сложный делает новой компании игровой индустрии, сомнительно, конечно. Необходимо, думаю, большое количество кадров, которые уже сталкиваются с играми онлайн ММО. Но фантастики, в принципе, делали типа из онлайн игр. Не ММО, конечно. Но вот Prop Night, например, да? Prop Night вполне себе хорошая игра получилась. Но они, к сожалению, его тоже забросили. Потому что затрата, видимо, на содержание серверов не вообще как бы прибыль от игры вообще не покрывала. Они, в минус уходили, видать. А что с этой игрой будет, я просто, я, да, охереваю. Я вот второй день играю, и я уже, по-моему, ММО игре практически весь контент, по-моему, за этого отыграл. Единственное, что осталось неотыгранного, это дача. А дача, блять, что там? Я буду строить, я буду ставить, точнее, даже строить не буду, я буду покупать 3 вида готовых дома. Первый это палатка, вторая какой-то домик, и третий какой-то большой домик, наверное. Что еще? Машина. Окей. Покупка машины. Я видел вчера одну машину у стримера, которого зарейдил под конец стрима. По-моему... Блин, эта машина была просто... Она даже не такая была машина эта. Она была что-то вроде... Вот прям тачка из готового ассета, даже по стилистику своего визуального вида, не подходящая под эту игру визуально. То есть она просто красная, вся неоновая ее. То есть она неоном покрыта вот тут окна, вот тут. Короче, какой-то, блин, бред нахуй. Я просто охуеваю. Надо делать ролик по этой игре. Эта игра слишком, такая. Бля, надо сказать кое-какие вещи по этой игре. То, что я хотел верить в эту игру, там прочее. Но, к сожалению, если крепко задуматься, что случилось со мной на второй день, я максимально понял, что у этой игры, скорее всего, нет будущего. Но изначально игра безумно хороша и перспективна. Ты думаешь, что попал в охуенную игру. И она в дальнейшем может так развиться, что я буду прям супер горд за своих якутских разработчиков студии Fantastic. Но, к сожалению, так не будет. Потому что видно, что они делали игру чисто ради бабла. Причем здесь сделали игру чисто ради бабла как можно быстрее и дешево, максимально дешево. В Майнкрафте есть мод и сервер с похожим режимом, там интереснее это. Да, верю в это.
Ага, ты тьма. Блять, чё... Почему так сложно попасть по нему? Можно внести в игру прокачку героев в плане физических моментов. Ну, даже без этого можно было бы сделать игру крутой. Я имею в виду, стоило бы игру подтянуть. Убил нахуй в голову. Тут как будто чел был нахуй. И это мои звуки такие. Так. О! Братишка! Квест выполнял. Молодец! Принес мне то, что нужно. Надо было сделать, короче, разные лагеря. И чтобы можно было бы сражения между лагерями и тому прочее и так далее. Типа, короче, раз уж это зомби-апокалипсис, то почему бы не сделать концепцию ходячих мертвецов? Типа, вот ваш лагерь выживших, и там есть еще другой лагерь выживших. И у вас, типа, идет какой-то старый конфликт, ну, точнее, какие-то конфликты и тому прочее и так далее. Типа, ты собираешь лут и приносишь в свой лагерь, и таким образом улучшаешь свой лагерь, и он становится крутой и так далее. Короче, вот эта вот тема была бы прикольная. Days Gone тогда. Ну, вот Days Gone я, кстати, не играл. Но, скорее всего, там, ну, описаны мной вещи, скорее всего, да, есть. Старый лагерь и новый лагерь. Ну, типа, да, как Готик. Им стоило изначально добавить несколько лагерей, не один сраный Вудбери, потому что, ну, по факту, ребята, типа, блядь, странно нахуй, да, когда вы все выбрались из одного лагеря, но как только оказываетесь вне лагеря, вы такие друг друга убиваете. Ну, типа, блядь, хуйня какая-то. Да, акцентированность на лагеря нужна. Типа, система репутации, чтобы была нормальная. Типа, случайно убил своего из своего же лагеря. Типа, у тебя репутация сильно падает. Уйдешь сильно в минус, ты попадешь в касту изгоев. Типа, отдельная каста изгоев — это те, которые не будут не иметь ни друзей, никого. И они будут просто, ну, в режиме, типа, блядь, один против всех, типа, грубо говоря. Один против всех других изгоев, там прочее, и так далее, и так далее. Но можно было бы даже с изгоями придумать какой-то прикольный концепт. То, что изгои могли бы иметь возможность сплочаться в какой-то свой отдельный лагерь, создавать свои лагеря. Типа, он был бы вообще, типа, единичного уровня, со сраными палатками и тому прочего говна и так далее. Но оно
все равно бы имела возможность, типа, вырасти так, что можно было потягаться с другими уже давно существующими лагерями. И начинать слово пацана. Ну, вполне, почему бы нет? Потому что популярная тема же сейчас, вот, слово пацана, вот это вот, типа, штука про честь и там прочее, типа, про вот это вот единомышленников, типа, все вот с одной бандой и так далее. Такие кланы могли бы появляться, там прочее. Игра бы становилась бы пиздецки веселой и интересной благодаря таким штукам. Но они как будто взяли, проебали все это, или даже не думали о них. Вот мне просто достаточно было 2 дней, и уже я вот на второй день уже какие-то прикольные идеи даю. Почему они не могли так сделать? Вот реально. Ограничились лишь одним лишь сраным Вудбери, у которых есть какие-то сраные персонажи, которые раскрываются только с помощью диалога справочника. Справочник просто. Ты подходишь к ним, вопрос у меня есть, и, блядь, типа, окей, понеслась. Что ты тут делаешь? Чем ты раньше занималась? Мне так интересно. Хакермен. Wi-Fi роутер. Слово для снопонос на асфальте. Такое дерьмо давно не снимали. Схуя, вы чё, ребят? Мне понравилось. Прикольный сериал. Я его вчера смотрел. 3 серии посмотрел. Годный. Все-таки стало интересно, что это сериал такой. Мне понравилось. Прям, ну, он... Ну, сюжет максимально понятный, хороший такой. Снято классно. Типа там оператор просто запотел, пиздец. Убил человека, да? Да, чел. И музон там такой, прям вообще огонь. Короче, крутые творцы, которые слово пацана снимали. Мне этот сериал на санкция от меня наложена. Я не играю с ним, пока он не досмотрит это. Согласен с токарем. Это ваше мнение. Мне он понравился, пиздец. Хороший. Надо дальше смотреть, что там происходит. Так, в метро зайдем. Блин, тут иногда звуки так странно, сука, работают. Я прям слышу, что как будто бы не мои шаги. Да, есть люди.
Блин, а я хорош в этой игре на самом деле. Да, спасибо. Но вот игра потихоньку начинает быть похожим на игру, да? Хуя у него бургеров. Мистер Бургер. Мистер Бургер. Пам-пам-пам-пам-пам. А у него патроны кончились, что ли? Патча не было. Был. И благодаря нему сейчас 60 FPS, кстати, есть. Блин, не пойму, он один был или с кем-то. Так, зыркнем. Так, пойдем-ка в то здание. Блять, ну пожалуйста, сука. Дай мне вырубить сигнализацию, игра. Пизда ролю, короче. Сейчас работает сигнализация. Надо выходить. Не успею. Так, он оттуда стрелял уже, да? Никого не вижу. Могу спокойно лутаться, как думаете? Так, ладно, попробуем. В смысле? У меня место кончилось? Твою мать. Конфорка. Так, что мне там вообще? Калькулятор. Сука, калькулятор. А без калькулятора детей научить математике никак? Только с калькулятором? Сука, вот калькулятор. Блин, зайди и найди калькулятор в приложениях. Пипец. Серьезно? Бургер.
Так, что-нибудь такое скинуть бы. Ладно, конфорку нахер, тряпку нахер. А, я сумку другую. Да. А. Зачем тут комплектующие для ПК? Ну, потому что это было в Таркове. И, ну, ПКшники же играют. Все-таки. Пекари. Поэтому и как-то интересно и прикольно, наверное, добавлять такие вещи. И они такие: о, видеокарта! А потом, всего лишь 700 стоит при продаже. Ну и хуйня. Так. В Таркове, по-моему, что-то же можно было делать, да, с этими комплектующими. Там реально комп можно собрать, да, и типа майнинг ферму создавать. Потому что, ну, не знаю, такое там возможно или нет, но я слышал про то, что там есть майнинг ферма. Так, калькулятор, калькулятор. Калькулятор, калькулятор, калькулятор. Это случаем не респаун? Точка. Великс. Какое-то прям мега популярное место. Моя стрельба. Моя стрельба. Моя баба. Я тут был или другие люди были? Я, по-моему, да, я тут был. Надо найти этого стрелка. Это он будет меня напрягать. А я так и не залутаюсь нормально. Бля, наконец-то нашел все. Можно выходить. Так, где выход? Ебал его рот. Так, окей.
Блин, был бы хотя бы паркур елки, а? Был бы нормально. Блин, какая же дорога вообще не близкая. Да, машина бы тут не помешала, кстати. Вот интересно, насколько имба тема вот иметь машину? Якутский ТМ на это. Какая имба иметь вертолет? Да. Не, ну машина-то просто существует в этой игре. А вертолет только у волшебника. Голубого. И вертолет у него голубой. И дарит он мороженое. Довольно странный тип, короче. На боевом вертолете. Как там пелось? Прилетит нам волшебник в голубом вертолете. И подарит всем эскимо. А, кстати, смотрите, FPS упал жестко. Это все благодаря свету. Теперь это понятно. Типа слишком много объектов отбрасывает тень. И это пиздец. Блин, как-то же делают хитро другие вот, ну, толковые разработчики. Вроде бы же они как делают? Они вроде рендерят же, да? Смену смену дня и ночи. У тебя его нет, да. Пейн, я FPS не чувствую. Боба, у тебя их нету. Ну типа, вполне же себе можно сделать такую тему, как отрендерить смену дня и ночи вместе с этим отрендеренным источником света типа солнца двигать настоящий источник света
Но единственное, что отбрасывает реально динамический тень, это были бы игровые персонажи. Ну и зомби. А все остальное это типа уже заранее отрендеренные тени, светы и там прочее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот это, я думаю, сработало бы. Это же подходит под оптимизацию? Явно да. А тут каждый объект сейчас, ну, подбрасывать тень. Гадкин Зурек. Спасибо за фоллоу. Ты случайно не экраном захватываешь, потому так проводил 40 FPS. Ну потому что в самой игре 40 FPS. И да, я экраном захватываю. Ну в самой игре она FPS в 50 стоит, 40. Тут нету 60. Ну, по крайней мере, пока. Рич Рейти, здорово. Как игра эту игру Майтона сделал? Нет, они просто издатели. Майтона издатели. И, скорее всего, они виноваты в этой вот тупой провальной рекламной кампании. Ну, из-за которого весь сырборд начался. Нагрузка лишняя. Ну, погодь. Ну вот ночь, кстати, прикольная. Ночь прикольная в игре. Светлячков каких-то добавили, нахуя вообще. Надеюсь, нет уёбка, который меня сейчас убьет внутри бункера. Так, ну-ка, напряглись. Нормально. Кол. Привет. Хайдай ты. Ну, вполне себе игра. Может быть прикольно, хорошая. Я сейчас квесты чисто выполняю, смотрю на наполненность контентом игры. Ну, игра насколько наполнена контентом, я вот смотрю. А так, честно, я вот вижу в этой игре офигенный потенциал. Просто игра может быть супер крутой, вот прям вообще пушка. Я вот прям хотел бы прям после этого прям вообще гордиться безумно. Тем, что это вот наши разработчики сделали. Но есть несколько моментов, типа, вообще, которые очень, скорее всего, вот похоронят эту игру в дальнейшем. Ну или она уже похоронена. Буду ждать. Так, вот и завершим. Ты нашел это. Спасибо. Жители будут очень рады. Видите? Короче, вот это вот меня тоже напрягает. Каждый персонаж, который нам дает квесты, они все отвечают максимально нейтральный ответ на завершение миссии. Например, сейчас я выполнил квест, у которого типа такая тема, как найди карандаши, там что-то калькуляторы, там какую-то... букварь, алфавит точнее. И, блядь, типа, с этим, благодаря этому, дети нашего, лагеря будут, хоть как-то обучаться образованными становиться. И она, блядь, сказала, ты нашел это, спасибо тебе, жители будут очень рады.
Ни слова про детей, ни слова про образование, ни слова за вклад в будущее, так сказать. Полная хуйня пресная. И подобным образом отвечают все персонажи. Типа, о, это отлично, спасибо. Я дам всем знать, что ты это принес. Все типа это, оно, то, чё, кого. Но это мелочь, это мелочь. Далее проблемка, ну, более такая, типа... вся игра построена из ассетов. Внезапно опускаются все стены и появляется полный зал Вся игра построена из ассетов. Вот это вот все ассеты явно и там прочее и так далее. Вот знаете, что было бы намного прикольнее и интереснее? Вот знаете, что не ассет? Вот это вот дерево. Видите, как он сделан? Видите, какие там полигоны? Какая текстурка у этого дерева? Чё вообще? Чё раны? Вот, тоже авторская. Вот это вот, не знаю, вот это вот медалька. Короче, вот это да. Вот это они сделали сами. Дерево. Текстурки, да, вообще мелкие. Привет, Гудзон. Что еще они сделали сами? Давайте смотреть. Что не выглядит как ассет. Ну, столики, скорее всего, ассетские. Какой-то нахрен... Какая-то нахрен дверь. Сделанная из ассетов тоже. Якуты красавчики. Конкретно эти... Схалтурили дохуя. У меня такое мнение теперь. Как программист одобряю категорически. Да, но они пиздец схалтурили. Все сделано из ассетов. И мне кажется, они потом забросят эту игру. Не знаю, покрыла ли эта игра бюджет этой игры. Но, блин, я хз, короче. Они анимировали тряпку обоссанную, но не освободили волос. Да. Хорошего тебе дня. Зачем делать сраный Нью-Йорк? Я вот этого не понимаю. Вот знаете, вот тут чорана есть. Вот это вот дерево. Это единственное, что хорошее, ну, наверное, что есть в этой игре. И то, наверное, даже насчет дерева я не уверен. Возможно, они его даже не сами делали. Кто его знает. Но вот чораны и вот это вот эмблемы Вудбери. Окей. Сука. Почему они не могли сделать просто вымышленный, блин, Якутск, к примеру, да? Ладно, взяли бы вот это вот ассеты PUBG, вот этих вот моделек, да? Вот, это же чисто PUBG. Вот это вот все вот движения эти, вот это вот прыжки эти. Это, короче, вот анимации, движения и вообще все из PUBG. Лица, возможно, авторские вот в этой игре. Сами лица, как они сделаны. Ну и там волосня и там прочее дерьмо. Но, блин, максимально как-то игра, ну, серая. Она как будто нарочно старается не выделяться. Почему они насрали ассетом сраного Нью-Йорка? Которые, ну, я уверен, легко достать в плане, ну, просто купил. Блин, типа, ну, ищешь, ассет большой город, Нью-Йорк, или что-то в этом роде. Блин, сука, найдется по-любому, легко. Чутка видоизменить его, и вот, пожалуйста, типа, город из этой игры.
Вот этот старикан авторский Я тоже не видно. археолог, но я сердечно Видно? рад тебя Прям снова родное лицо, якутское. увидимся еще. Берегись. Но почему они эту хуйню не дожали? Почему? Стоило им сделать какой-нибудь типа вымышленный Якутск. Прям и самое забавное, знаете, в чем было бы? Это была бы точная копия Якутска самого. Но называлось бы оно по-другому, не знаю, типа... Да хуй с ним, так же Вудбери хоть называй, типа, блин. Здорово, чел. В старость, да. Или еще как-нибудь. Давайте посмотрим, квесты какие-то появились, нет? Учебник по математике, бля. Задания, да какие, смотрите. Задания. Все стоят по 5000. Все стоят по 5000. Все стоят по 5000. Нет сложности там разные у каждого квеста. Все одинаковые. Подай, принеси 3 штуки того, 1 штуки того. Снова бежишь, да? Хуета, если честно, блин. Ну, блин, Чем могу помочь? я не знаю. Эта игра до следующего года, скорее всего, даже не доживет. Я в Хранилище шоке. к твоим услугам. Ну, блин, ну, типа... Это, конечно, возможно, было, типа, очевидно, да, и там прочее, и так далее, типа, но чисто... Но я хотел верить в эту игру. Хотел, чтобы она, ну, блядь, процветала и существовала, О блин. сохранности И в своих дальнейшем вещей развивалась. Но, скорее всего, Берегите себя. сука... Но, сука... Разрабы, блин, выкинут эту игру 100%. Здесь настоящая цивилизация. Девочки, вы упали, да. Оружие под... Мне кажется, разработчики выкинут Что-то эту игру. подсказать? Как типа, блин, игра неудачная, все, сворачиваемся. И так далее. Они не будут бороться за эту игру. Мне так кажется. И это пиздец печально. И это пиздец печально. Ждем The Day Before 2. Не. Блин, аж грусть берет. 2.0 патч. Да. Сука, ну я надеюсь, они допилят эту игру. Надеюсь, я, сука, ошибаюсь. Надеюсь, я ошибаюсь. И они точно будут его допиливать. Делать как надо, как... Ну, по-красивому и так далее. Как положено. Но ё-моё. Пополам. Вижу, ты сегодня повеселишься. Выбирай, приятель. Вижу, ты сегодня повеселишься. Давайте пойдем на Увидишь, дачу. приятель. Я иногда Давайте посмотрим, что мы можем сделать на даче. Вообще, вот реально меня смущает также вот эта вот тема с дачей. Что-то они дохуя хорошо живут, блять. Типа зомби-апокалипсис вроде бы и там прочее, но у каждого чувака есть дача просто. Своя земля, нахуй. Не, я уверен, конечно, ну, количество ну, людей вообще подсократилось, охуеть как. Ну вот что это такое, блядь? Ну что это за машина, нахуй? Ну посмотрите, это, блядь, пиздец какой-то. Вот это что за клоунская хуйня, вот это вот. Ну, вот, блядь, вот эти типа, я даже не, ну, блядь, ладно, ну вот это вот это вот все, ну, что за нахуй?
Где УАЗ нахуй? Где Джигули? Или что-то в этом роде. Я не знаю, ну чисто просто что-нибудь такое, блядь, приземленное, знаете. Вот нахуя они въебались в какие-то спорткары? Вы ебанутые или как вообще? Ну зачем? Пиздец. 2 миллиона. Из Дубая заказ. Я вообще не понимаю, если честно. Эта игра, ну, может быть, типа, знаешь, детям, да, вот реально вот школьникам будет по приколу в том плане, что, о, типа, спорткар, нихера прикольно, четко. Но просто, ну, хуйня какая-то. Просто если чутка задуматься, вот по чуть-чуть задуматься, мы вроде как в постапокалипсисе, да? И, ну, машины должны быть, ну, соответствовать теме вообще. А тут просто насрали этим, ёпта. Ассетами, и, блядь, все. И поебать. Сделал 400 квестов и получи хату. Не, даже 400 будет мало. Или... А, нет. Не, хватит. А, это огромная лужа. Кто плачет? Сын. А там наконец-то невидимая стена. Сейчас подойду-ка. Да упал, наверное. Перфоратор.
Чё это? Сына нам показал. Да просто мелкий не хотел зубы чистить. Вот и заплакал. О. Я еще не поел. Чутко поем. Блин, она замерзла, что ли? Пиздец, она реально замерзла. Привет, Константин. Что, пропустил? Ну так, игру продолжаем изучать, смотрим. Сейчас вот решил посмотреть, что за тема вообще сдачи. Что это? Это острый этот соус. Вот. Ну, это курицу, наверное, узнаете. Она на этикетках острой лапши. И это типа баночка именно острого соуса, который вот в маленьких пакетиках находится. Ага. Тут от третьего лица. Зеленое свечение какое-то почему-то. Да тут утонуть нельзя. Очевидно. Привет, Сан. Блин, почему они не добавили рыбалку? Игра облажалась? Да. Честно сказать, да. Но она может быть крутой. Это все-таки ранний доступ, но учитывая как игру создавали, точнее из чего она состоит, эта игра, мне кажется, игру забросит, потому что игра сама это конструкторы из готовых ассетов. А о чем она? Грустно, но вкусно. Это игра про зомби-апокалипсис. Короче, вот слушайте, я сейчас буду вообще ни хера не шутить и просто говорить, о чем эта игра. Так. Классическое начало. Темный экран, голоса. О боже, он похоже заражен. Нет, я не вижу, чтобы его укусили. Хорошо, давай отнесем его в наш лагерь. О, ты проснулся? Хорошо, что с тобой ничего плохого не случилось. Ты, видимо, не заражен, а просто переутомился. Иди поговори с нашим главным в лагере. Прикольно. Ты выжил? Ты проснулся? Братан, у нас тут все просто, прикольно. На, держи денег и дачу.
А, вот еще автомат. Ну, как бы, делай, что хочешь. А мне. Делай, что хочешь. Но было бы прикольно, если бы ты нам приносил всякое дерьмо. Вудбери нуждается в припасах. Но при этом ты не видишь, чтобы они нахуй голодали или в чем-то нуждались. Все практически, ну, грубо говоря, одеты с иголочки. Типа, у них, видимо, свой еще барбер есть, потому что там есть бармен с такими, блядь, усиками, нахуй. И бар, кстати, да, есть. Бар, блядь, бар. Сауна. Тренажерные залы. Не, тренажерный зал еще понимаю, да. Прикольная тема. Но меня вот убивает то, что, типа, они такие... Новый выживший у нас в лагере. Так, что там? У нас есть участки у озера какого-нибудь? Ну так, что близко. И чтобы не париться, ну, его будут возить на машине туда и обратно. Ну, чисто, знаете, мы же добряки. Давайте дадим ему, ну, дачу, отдельную дачу, чтобы он там сидел у озера. Без проблем, вообще без проблем. Без бандитов, да, кстати, вообще ничего. Если бы они хотели бы сделать нормально, они бы сделали бы несколько лагерей. Это не ММО. Это хуй пойми что, если честно. Я пытался как-то полюбить эту игру. Я вчера очень хвалил эту игру. Альфа-версия игры. Да это бета какая-то. Она далека от своего настоящего релиза. Про пера разработчиков. Не, я хочу верить, что они будут работать над ней. Я хочу в это верить. Но что-то мне кажется, что сейчас разрабы там такие типа. Сейчас все удались в эмоции. Набухались, пизда. И типа такие, бля, мы такую хуйню сделали. Ну его нахуй. Подумываю уволиться. Так, наверное, многие думают. И они постараются максимально открещиваться от этой игры. Ну как, то, что они вообще участвовали в ее разработке, наверное. Кто его знает. Просто... И я как бы... Ну я просто знаю, что они так думают. Мне друг рассказывал про одного такого. Ну, у меня друг работает в Майтоне. И он рассказывал про одного чувака. Вот как раз из Фантастик, по-моему, или еще откуда. Я точно не помню. Да, из Фантастика. Ну, короче, он Prop Night создавал. Типа, был в команде разработки. И типа ему было стыдно за Prop Night, и он никому не рассказывает, что он прикасался к этой игре, типа якобы. Ну, он там типа подумал о том, чтобы уволиться, пойти куда-то в другую компанию. И портфолио типа не хочет добавлять Prop Night. Да, там вон другие игроки бегают. Может, передадут другим. Было бы хорошо. Было бы хорошо. Это было бы правильно.
Просто они, мне кажется, руки опустили. Сколько человек там работает, интересно? Не знаю даже. Но я реально хотел там устроиться. В этот фантастик. Но не хотят брать, не хотят. Богатый опытом игровым человек не нужен. Но не видите ли, бля, просто охуеть, как готовы сделать игру из готовых ассетов. Про зомби-апокалипсис, где все люди живут в одном лагере. И у всех есть дача. Это, блядь, ну, типа, нахуй как вообще? Я ебал. Ну, у них, типа, в голове не было такой, ну, конфликта какого-то, типа, зомби-апокалипсис. Где каждому выжившему дают дачу. И Макларены, да, и всякие Феррари, там, хуяти. Гелик Вагины вот эти вот. Ну и долбоебизм просто. Да если бы Stardew Valley. Если бы. Ну и дача же это просто хуйня полная. Просто обставляешь мебель. Там даже типа огородства нету. Дача же это про огороды, шашлыки и тому прочее. Но тут даже этого нет. Просто, блядь, симулятор обустройства мебелью своей, ну, какой-то жилплощади. Пиздец. Люди голодают, а тебе дачу подарили. Не-не, даже прикол в том, что... Ты взгляни. Люди процветают. Сидят, пивко пьют нахуй. Жрут что-то. Нахуя вообще что-то делать в этой игре? Мне все заебись уже. Никакого конфликта нету. Ничто не двигает игрока делать квесты. Ха-ха. Да. Так что такие дела, ребята. Они даже никакой мотивации не добавили. Была бы хотя бы мотивация. Ха. Вдвойне жирно. Ничего поделать. Голод не дремлет. Но это игра для мобилы чисто. Да, вот в данном виде она типа для мобильной игры больше подходит. Видимо, издатели, майтоновцы, своим видением игр сделали из этой игры вот такую вот штуку. Мне кажется. Не чавкай. Каждый день жизни рискуют ради припасов. Да. Папка РП. Да, кстати, хорошее название. Папка РП. Это больше реально вот папка РП. Да, ребята, это грустно, пиздец. Это очень грустно.
Но я думаю, я смогу развлечься в этой игре. Попробую, типа, знаешь как? Попробую людей кошмарить. Это мне только что в голову пришло. Че, игра не понравилась все-таки? Ну, понимаешь, просто я сегодня более вдумчиво играл. Вчера еще как-то был под впечатлением того, что игра вышла. И было прикольно. Типа, ебать, такого вида якутская игра. Но сегодня присмотрелся, подумал. Вся игра состоит из готовых ассетов. Авторского нихуя нету. Авторский, скорее всего, ну вот это дерево ебаное. С чуранами. А все остальное это готовые ассеты. Максимально пресная, не, серая, не выделяющаяся игра про ебаный Нью-Йорк. Хотя можно было, блядь, просто сходи, сука, в мэрию города Якутска, скопируй все, пофоткай, не знаю, и ебани город Якутск. Игра все равно находится на одной плоскости, на одном уровне высоты. Игра вообще не идет на вертикальный вверх. Идеально вообще для данной игры создать виртуальный Якутск, назвать его по-другому. Но расположение зданий и тому прочих, и вот это вот все, короче, то, что находится у нас здесь в городе Якутске, переименовать на что-то другое. Просто, что бы это дало? Игра бы выглядела, блядь, просто свежо, интересно. Погодные условия ебануть, холод и там прочее. Игра уже начинает тебе вот типа, прикалывать тем, что тебе еще и источники тепла надо искать. Потом зомби, окей. Были бы такие моменты прикольные, типа можно было бы саспенсу добавить. Было бы много зомбарей, которые замерзли, да, к примеру. Стоят статуями. И чё, некоторые могли бы оживать резко и как вот, блядь, типа это нахуй, как его, скримаком налетать на тебя. Нью-Якутск. Ну или чё, да, что-нибудь такое, типа назвать, типа, или... Что-то типа... Что-то типа связано с мамонтами, наверное. Ну или похуй, реально просто Якутском назвать. Или Новый Якутск, реально. Освещение, кстати, яркое. Да. Игра сам себе развлекает, сам себе придумай развлечение. Да, Far Cry сделать надо просто. С якутской зимой. Так, давайте-ка закошмарим кого-нибудь. На чем работает электричество? На моих В случае яйц. с зараженными САРСом время лечит. Ни одного заболевшего за несколько месяцев. Звучит паршиво. Звучит паршиво. Хватаешь? М, Как будто правда в каком-то адском шоу. Умер.
зал людей, которые нам хлопают и кричат «Браво!». Это было пугающе. Как будто пандемия... Понял. Просто вышел нахуй. Вудбери — островок цивилизации в наши непростые времена. Мы должны обезопасить его любой ценой. Испарился, да. Так, сейчас попробуем найти кого-нибудь. Кого угодно. Идея мне максимально простая. Так, давайте в другую. Сервак пойдем. Back before. Да. Я сегодня 2 раза вылетал, кстати. Опять же, целился в ебальник и вылетел. Первый раз пытался убить зомби, во второй раз челика. Но катки, на удивление, ну, идут прикольно. Я убиваю. Сквад из 2 людей разъебывал. Одиночку убил. И вот еще последний вылазки, типа, кучу народу перебил. Блин, это тупо. Там, оказывается, надо было нажать что-нибудь на темный экран стоит. Много. Давай самую. Настолько утопишь, что игра не дает убивать. Да. И как же это тупо, то что вы все, как бы, жители одного лагеря, как только покидаете его, начинаете друг друга убивать. В чем смысл вообще? Да. Это как если бы в Destiny все люди такие, ну, вышли, ну, там, на другие планеты, и вдруг с нихуя начали друг друга тоже хуярить. Бред полный. Вот там реально такого нету в Destiny. Там, если ты идешь выполнять какие-то задания, там всегда ПВЕ тема. Я никогда не видел, чтобы они раньше были такими большими и зелеными. А что вы выращиваете? Так, братишка. Знаешь, доктор Лиам, залетай к нам в гости. Нам пришлет коньяк. У меня сейчас идея какая. Хочу пригласить себя в команду любого челикса, с ним выйти туда. Но лучше Сегодня не любого, а прям загруженного Твои вещи челикса. будут в целости и сохранности. Чтоб у него там типа дохуя всяких вещей было. И просто я его нахуй убью, залутаю его. Отлично. Потому что тут Friendly Fire Ты есть. береги себя. Просто пущу ему сразу же, как мы появимся на карте, очередь в голову. И попытаюсь выйти с его лутецким. Ля ты крыса. Да? Как дела? Да, я. Твои вещи будут в целости и Ну это сохранности. весело будет, ребята, это будет весело. Самое главное, это будет весело. От тебя переиграют. Ну, посмотрим, посмотрим. Ты береги себя. Звучит паршиво. Но знаешь, иногда я тоже не верю, что все происходящее. А, Как будто правда в каком-то адском шоу провел. Вот честно. Надеюсь, ты к нам с большим... не, ну Фиону убивать как-то неохота. Видно, что человек только... Мы все здесь выживаем уже год. Вот этого надо бы выцепить. Опускаются все стены, и появляется полный зал людей, Он которые дюпал, нам видите? хлопают и кричат А у него броник за 16к.
Шлем за 11 нахуй. Калаш Все было построено для самый дорогой. Да. Звучит фальшиво. Вот это мой клиент. Это мой парень. И помните ни слова по-якутски, да-да-да. I need to remember. Добрым словом и пистолетом можно добиться большего, чем одним только добрым словом. Внезапно опускаются все стены и появляется полный зал людей, которые на Ладно, хлопают и он кричат ФК. «Браво!». Это было пугающе. Блин, Фиону прозебывать, что ли? Не, это явно новичок. Не хочу ему жизнь портить. Но новичок, в смысле, он типа только персонажа создал. Нужен хотя бы чел, который имеет... Хотя не рюкзак. А, не, ладно. Рюкзак новый такой. Расскажи, а? Будто мы все здесь выживаем уже год, но он Залипши какие-то, да. опускается. Втыкает жестко, ага. Блин, надо Цой. Когда все началось, долгое время. Пациенты Планшет. Уперся, ни хера нету. Блин, вот этот чел. Я тоже новичок. Блин. Я даже не знаю. Нужно идти кого-то. Здорово, чел. Приходи в тренажерный зал. Ну, в принципе, этот уже играет несколько, да? Да, у него там типа уже гарант и так далее. И появляется Уже зал видно, людей, что умирал несколько раз и так далее. Хорошего дня. а у нас идут горы. Блин, это новичок. Он только тренировку проходит, что ли? У меня была собака. Ладно, давайте этого челикса ёбну. Ценой Вот этого. Как дела? Собрался на охоту? О, не, давай вот это. А, не, хотя это, наверное, другой. Этот. Отменено. Меня спасли от толпы зараженных, прикинь. О, Я думал, мне конец. нет. Все было построено для шоу. Да. Если желаешь положить вещи на Блин, да что за мертвый она тебе поможет. сервак? А, нет, так-то это ебать. Не, давай пойдем. Не-не-не. Фиона, кажется, на опыте, нахуй. У нее МК. Я думал, это Хантер, ну типа калаш, что-то, типа пулемет. Go together. Kill? Что? В смысле kill? Она что-то знает или что? О, пойдем. Блин, почему отклонено? Wait.
Что она хочет? Блин. Давай пойдем уже. Подождем людей? В смысле? Володя. О, Володя, Володя, Володя! 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 Блять! Володя! Да за шо? О, у него есть друг? У Фиона есть друг. Окей. Тогда надо бы резко как-то... Сейчас глянем, что у друга Фиона есть. Но самое важное, что у нее нет шлема. Нет шлема, и это хорошо. Если вот ее друг, это вон тот с обвесами, это вообще будет идеально. Первым делом я, короче, ебашу ее в голову. 2 выстрела, наверное, хватит. И потом возьму за того чувака. Нормально. Она уже все на небеса, вы видели, да? Она уже готовится отправиться туда. Сейчас будет совершено коварство. Какие будут мнения, господа хорошие? Ты попал в опасную зону. Собери как можно больше ценной добычи и возвращайся в Вудбери. Это реально работает. Бля, какой же я уебок, пиздец. Так. Все, пошли отсюда. Злодеяние мы совершили. И можем уходить. Блин, представьте себе его лицо. Он такой, не понял. Мы же в одном пати были. Да за шо? Да. Это вот по сути единственное развлечение, которое будет вот в этой игре. Да. Теперь это моя жизнь. Я думаю, многие сейчас додумаются до такого. Игра вот будет про это. Типа будут люди вступать в пати и друг друга убивать.
Забавно, конечно. Пиздец. Мне укол сказали ставить только что. Только кто мне ставить будет. Ну, есть такие медсестры по вызову. Ко мне такая приходила и капельницу один раз ставила, но слава богу, там был, короче, чел, который работал медбратом, Наши пацаны уже и он выехали. мне каждый день ставил. Это было в Казахстане. Я помню, у нее мать ставила, и то я чуть не упал в обморок первый раз. Ядрить. Но только придется медсестру звать. Фиона там. Привет. Рада, что с тобой все в порядке. Открыть тебе хранилище? Готово. Если буду нужна, увидимся. Происходящее в последние годы реально. Но будто правда в каком-то адском шоу Не, я понимаю, сам не сможет. Но медсестру? Или попроси кого-нибудь? Типа найти вену там туда-сюда. Даже наркоманы умеют это делать. Они точно не имеют братья. Точнее, не имеют медицинского образования. Так, Фернбург, давайте. Найдем следующую в жопу. А, ну это хуйня же, блядь, просто. Господи, просто же. Господи, для этого тебе надо просто реально берешь и чик, и все. Ну, конечно, сыкотно, ну, такое, да. Я бы мандражировал бы тоже, но все равно. Что делать? Надо. Значит, надо. А, это такие штуки. Понял. Ну да, проблема. Так, это новичок, что ли? что все происходящее в последние годы реально. Правда в каком-то адском шоу проживает. Вот честно. Какой? Расскажи нам. Как будто пандемия была не взаправду, все было подстроено для шоу. Да. Звучит паршиво. Но знаешь, Индия, сэр. я тут не верю. Он из Индии, что ли? Реально. Но будто правда в адском шоу проживает. Вот честно. Какой? Расскажи, а? Будто мы все здесь выживаем уже год, но тут внезапно опускаются все стены и появляется полный зал людей, которые нам хлопают и кричат «Браво!». Как будто пандемия была не взаправду, все было подстроено для Он шоу. вылетел, что ли? Да. Звучит паршиво.
А, вот он. Хорошего тебе дня. Как дела? Собрался на охоту? Хорошего дня. М? Продолжай в том же духе. Будешь размышлять, плохо кончишь. Удачи, боец. У меня была собака, Дэнни. Она спасла меня от зараженных ценой своей жизни. Блин, мне этот чел нужен. Вы гляньте на его пушку с обвесами, вся херня. На его броню и все вот это вот. Интересно, я его долго буду убивать, если стрелять в голову? Явно это будет не так легко, как с Фионой. Удачи, боец. Мне Продолжай нравится. в том же духе. Так, нету больше заряженного чувака. Появляется полный зал людей, которые нам Привет. Так. Как дела продвигаются? м, Мы впервые дышим по-настоящему чистым воздухом. В больнице Нью-Форчун-Сити. Рад видеть. Со здоровьем шутить нельзя. Выбирай. Приходи Так. в любое время. Привет. Это типа индийский сервак, что ли? Я не понимаю. Не стоит недооценивать зараженных. зал людей, которые нам хлопают и кричат «Браво!». М, Блин, тут только один этот заряженный. Ну, вот этот чувака как-то неохота обувать. Вот этого, блин, вот да, надо, на. Короче, не то. Надо другой сервак искать. Надо искать, искать, искать. Так, мы где сейчас были? Фернбург. Стоунвуд. Давайте Стоунвуд. Звучит так, как будто бы там полно народу. Сервак называется каменный стояк. Вуд, это же стояк, тоже как переводится по смыслу иногда. Каменный стояк. Прикольно. Рада тебя видеть, верный юзер. Так, Роуз. Так, У меня была собака, Дэнни. ага. Быть копом мне нравилось меньше, чем торговать оружием. Ну, Правда, что все, что не делается... вот этот, да. Еще может подойти.
Хороший кандидат. Безопаснее выходить в город днем, но веселее. Почему-то у меня shift не работает. Лакун. Не, этот безобидный. Ну вот, короче, давайте вот того попробуем взять. Я знаю, что такое выживать снаружи. Видишь, Шрам? Подцапался заражен. Я здорово перепугался. Думал, что умру. Как человек, который был Давайте так напишем. Who want to go together? Че за дерьмо? Так. Да. Ёпта, нифига он стул, сука. Как он это делает? Мне нравится Рудбери. Здесь безопасно и довольно. Здесь настоящая цивилизация, приятель. Я так рад. Никогда не забуду свою первую встречу с зараженным. Едва удрал. Хорошего тебе дня. А, блять, он... Лучше его выгоним тогда. О! Мы на тебя возлагаем большие надежды. Видимо, в случае с зараженными Сарсом время лечит. Ни одного заболевшего за несколько месяцев. Но знаешь, Сегодня мне приснился Да ёпта. Скучаю по своей жизни, но от воспоминаний легче не Эй, удачи. А, догнать и выцепить просто сложно. Эй, Отправить. удачи. Буду сейчас докапываться, доебывать всех. Мне нравится. Здесь безопасно и довольно. Мой любимчик. Наконец-то! Что я найдет? Эй, удачи. Самое дорогое — это глупость. За нее дороже всего приходится платить. зал людей, которые нам хлопают и кричат. Как дела? Собрался на охоту? Вот живешь ты, Никогда не забуду хочешь, свою чтобы у первую тебя все встречу с было, Мой а любимчик. потом одним утром просыпаешься, раз, и у тебя все было. Ну-ка.
Блин. Ну. Видимо, хочет что-то сделать. М? Расскажи, а? Буду максимально себя стрёмно вести. Звучит паршиво. О! О! Так. Ты попал в опасную зону. Собери как можно больше ценной добычи и возвращайся в Вудбери. Квест. Да, братан. Видимо, это уже не первый раз случается. Видимо, это уже делали люди. Тактическая броня. Да. Так, чё, где выход? Бля, пиздец далеко. Ну, побежали. Кстати, он красавчик. Блин, успел по мне выстрелить. Он, видимо, понимал и знал, что так и будет. Палево такое было. Реально, чел реально на напряге был. На очке. Хотя, погоди, я же могу вообще просто вот так вот сделать, да? Ну, когда их максимально обузить игру вообще. Похую. Вот я вышел. Так, мы были в Стоунвуде. Да, вот тут. По идее, сейчас, по логике этой игры, я должен оказаться в Вудбери. В лагере.
Блин. Как же это громко было. Ты попал в опасную зону. Собери как можно больше ценной добычи и возвращайся Серьезно? в Вудбери. Блин, ну окей, нихера себе. Меня вернуло туда же. Вот это любопытно. Я думал, меня кинет в лагерь. А не тут-то было, не тут-то было. О, нихера себе, близко. Просто в этом районе это дерьмо есть, да? Ладно, давайте собирать набор электрика. Это случаем не та же зона, в которой акварель с красками, типа вот надо алфавит с акварелью искать. Оно же самое, по-моему. Да, это оно. Я тут и перестреливался. Офигеть, даже привязка заданий по месту локации не разная, а одинаковая, блядь. О, это, конечно, мощно. С первого раза. Так, тут что, вообще ничего не лутается? Почему-то я ничего не могу лутать.
Лол, он меня не заметил, что ли? Бля, это был новичок. Бля, это был новичок. Это прям набор новичка же был. Пиздец. Сок этот. Пиздец, как же далеко бежать, бля. А второй день игры. А, новичок, да. Не, ну, теперь их реально отличить можно. Благодаря оружию и их луту. Видно, что новичок. Стартовый набор новичка. Консервы. Банка с какими-то бобами. Автомат. Этот. Хантер молот. И сок. Этот зеленый яблочный сок. Это прям такой, знаешь, сигнал, говорящий о том, что новичок прям 100%, потому что он только появился, и тебе дают сок этот, блядь, зеленый, натуральный яблочный сок. Жестко. А о чем, интересно, эти сирены говорят? Про что трезвонят? Надо выбираться. Капец. Походу тут уже люди занимаются гриффингом жестким. Я вот только начал этим заниматься, но этим, видимо, уже давненько кто-то, ну, со вчера еще занимаются люди. Потому что тут чел, я его взял, пригласил, типа, пойдем вместе. Если он меня убьет, то это карма. Не, ну он же вообще без ничего. Пускай бегает. Сам в шоке был. Да. Я ж не кровожадное животное, которое будет убивать чисто ради убийства. Вроде нормально. Не идет за мной, значит хорошо. Но ему эта игра понравится точно. У него опыт положительный.
Вау, меня встретил чел и даже не убил, дал пушку и ушел. Вот какой хороший человек. А 10 минутами ранее этот хороший человек просто берет и убивает своего напарника, потом другого новичка. Потому что, ну просто... Бля, вот это карма реально сейчас будет. Ебаная анимация, сука. Анимация ебаного лечения. Пиздец, не отменяется. Да, конченая игра. Конченая. Вот она... Такая... Пахай. Да. Ты прикинь, анимация лечения, она не отменяется. Ты начал лечиться? Все, пизда. Лечишься до конца и умираешь. Я успел сходить только на одну университет. Анимация никак не прерывается. Не стоит недооценивать зараженных. Так, Они пусть и не самые и давайте-ка... Всего- Твои вещи будут в целости и сохранности. Странно, конечно, прострелы. Вроде спрятался и отмены лечилки нет. Да пиздец вообще. Не, игра честно кал. Ее дефать невозможно. Я старался дефать и говорить, что игра Всё может готово. быть хорошей. Все у нее впереди. Увидимся. Но мне кажется, эта игра максимально похоронена. Вот он, Джет, братишка. Элли. Что? Как люди умирают? Что? А, фак! Безопаснее выходить в город днем, но веселее ночью. Что за прикол? Этот чел, типа, вот этот чел всех убивает? Как дела? Собрался на охоту? Мы на тебя возлагаем большие надежды. Давай, не подведи. Адский шум, бомжуй. Вот честно. Интересно, они сами хоть играли в это, можно же заподозрить что-то неладное, еще бы год лучше разрабатывали. Да, это точно. Появляется полный зал людей, которые нам хлопают и кричат «Браво!». Ебать, у нее пушка огромная. Че происходит, блядь? Справляешься. У меня была собака, Дэнни. Ведьма. Она
Хотя у него даже типа сумки нет, блядь, зачем? Опускаются все стены и появляется Это новичок. Вот тут мертвый чел валялся. Они как-то могут нападать, блядь. Я иногда скучаю. Но Смотри, как он это делает, блядь? Да, ну и хрень творится, конечно. Да, очень много косяков за игрой, пиздец. Как он это делает? Блять, ушел. Давайте-ка в другой сервак попробуем зайти. Тут голяк. Да. Надо бы сделать, точно. Хорошая идея. В игре дохерища косяков, конечно. Столько всего можно сделать. Сломать игру и все такое. Люди каким-то образом могут увеличиваться в размерах. Люди как-то достают оружие в безопасной зоне и могут убивать остальных. Скорее всего, читы. Просто что-то, наверное, подшаманил. Возможно, при входе в игру надо просто нажимать. Античита нету? Не, он, по-моему, есть. Видимо, в случае с зараженными сарсом время Что-то есть. Battle Eye Ни называется. одного заболевшего. Да, есть какой-то Battle Eye. Сегодня мне снилась моя ферма. Скучаю по шелесту листьев деревьев и аромату свежих. Стоит на голове этого чувака. Подстроено для шоу? Да. Звучит паршиво. мы на тебя возлагаем большие надежды. Давай, не подведи. Никогда не забуду свою первую встречу с зараженным. Едва убрал. Безопаснее выходить в город днем, но веселее ночью. Блин. О. Ну. По головам идет чувак, да. Ну, тут тоже голяк. Мне нужен просто капец заряженный мудак какой-нибудь, который дюдюпал бабки себе. Мне вот такой, блин, человек нужен. Дюпальщик нужен. Да, Моргантаун. Так.
Но вопрос, я с помощью Гаранда смогу убивать его? По идее должен. Какая бы у него мощная броня ни была, я должен его убить. Так. Да вроде бы не новичок, конечно. Прикинь, они бы сделали бы с Sword'ом и зомби, как Days Gone, и квестами на только мультиплеере, все, причем Days Gone тоже на Unreal Engine 4. Прикольно. О, вот они, мои пиздюки. Дважды была лучшей в штате, Так. Не стоит недооценивать зараженных. Мне вон тот мудак со шлемом нужен. Сообразительные, но точно видят и слышат. Вот эти еще ладно. Хочешь Но вот этот освободить чел место в со инвентаре? шлемом. Сумка-то у него дорогая, между прочим. Сегодня мне снилась моя ферма. Так. Включаю, по шее лихаются все стены, и появляется полный зал людей. Она спасла меня от зараженных ценой хорошего тебе дня. О, вот он, вот он, вот он, вот он. Всегда запасайся, чем можно принять. Никогда не знаешь, что может случиться снаружи. Как дела? Собрался на охоту? Быть копом мне нравилось меньше, чем собирателем. Видимо, правда, что все, что не делается... Блин. Я иногда скучаю по своей жизни, но от воспоминаний легче не становится. Знаешь, какое наказание тут получают преступники? Свободу. Ирония, верно? Как человек, который... А, тут дальше типа преступники есть. О, вот этот парень. В адском шуме. Звучит паршиво. Но знаешь, иногда я тоже не верю во все происходящее. Бля. Но Но. правда в каком-то адском шуме. Сегодня мне снилась моя Опа, вот этот блюдок. Так, мне нужен этот Чем могу помочь? чисто для вида. Хранилище к Все-таки твоим рюкзак услугам. нужен. Отлично. Увидимся. Знал бы ты, какая кукуруза росла на ферме. Дважды была лучшей в штате на ежегодной ярмарке. Сам какую игру бы хотел бы создатель сделать? Мне нравится. Здесь безопасно и довольно. Ну, сложно сказать. Сегодня мне снилась Но я точно мог бы легко, ну, как бы усовершенствовать уже готовый продукт, это точно. Мы все здесь выживаем уже год, но
Всё было Госквад. построено для шоу. Я знаю, что такое мотор. Ты отлично справляешься. Может, если скин девушки сделать, что они не поведутся? Хорошая идея. Я же могу создать еще персонажа или... Просто удалить, да? Уже все? Нет, я думал, блин. Создать девушку, кстати. Сомнительно, да? Тут пушка с глушаком, да? И такого нет в игре. Блин, я же сок просто взял. Ну ладно, хуй с ним, нормально. Сейчас еще больше ноутайм. Вот это вот вообще хуйня полная, типа. На один уровень. А уровня-то в игре вообще нету. Давайте, короче, просто тупо вот мега привлекательно сделались. Так, цвет волос. Или, может быть, вот, чтоб стартовая одежда была какая-то нормальная. Вот так пускай. Ты шлеп? Привет, Аурелио. Нет, по-моему, работает все. Так, макияж ей надо, да? Ну, типа так, кожа. Ну, допустим. Так, или, может, лицо другое? Тон кожи. Это неплохо, если ты один. Главное, что ты не Это неплохо, если ты один. 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 Главное, что ты не ноль. Вот это, короче. Все. Завершить. Давайте как назовем ее. Как вот просто. Блин, вы, наверное, знаете. Спасибо за 500. Спасибо за 500. Компенсация за самого Удалил. хихи. Но у меня идея сейчас другая. Я занимаюсь развлекательным контентом, так сказать. Так как в игре особо развлекаться никак нельзя, то мы можем сделать это собственными силами. Давайте имена каких-нибудь порноактрис. Привлекательные имена какие-нибудь. Но не слишком популярные. Капец, это да. Она больше по PUBG походит. Кого можно? Марвади. Не, такое. Саша Грей. Ну такое, не-не-не. Типа
Сакуяка. Сако... Подожди. Не, слишком. Типа... Адриана Чечик. Ну да. Адриана... Ну да, пускай будет просто Адриана. Просто Адриана, короче, пускай будет. Ну все, ищем жертв. Элизабет Стар. А можно полностью... Погоди, дай-ка еще раз попробуем создать. Так. Бля, ну и хуйня. Призрак. Ну да, все верно. Так, Элизабет. Пробела тут нету, сука. Подожди. Тернер, да. Так. Элизабет. Нет, пускай будет Стар, реально. Все. Давайте, погнали. Пацаны заждались. Чушпаны заждались-то. И чё, где серваки? Чё, Азия легла, что ли, полностью? Ну ладно, Европа, может быть, тогда. Голден Таун, Лейкбург, Эмбервуд. Так, давайте начнем сверху. Калипстон. Блин, и пропустить никак нельзя, да сейчас эти сраные катсцены. Че, вайп, что ли, долгожданный? Не знаю, странно, конечно. Но Азия лежит. Но полностью отрубилась. Но гляньте, да? Как на такую не клюнешь, так сказать. Осиная талия, все дела. Все на месте. Покажи свои руки! Ты слышишь меня? Она заражена. Вроде нет. Что будем делать? Она умрет здесь. Времени нет. Давай ее в машину. Похоже, твои зрачки реагируют, и слух не поврежден. Как ты себя чувствуешь? Когда мы нашли тебя, ты потерял много крови. Я не верю в чудеса, поэтому думаю, что твое выздоровление – результат невероятной силы духа. Да, кстати, добро пожаловать в Вудбери. Похоже, раз уж мы видим тебя здесь впервые, ты, вероятно, не из этих мест. Но не волнуйся, чувствуй себя как дома. Ленин такой Ну-ка, молодой. сможешь встать? Попробуй подняться с кровати. Азиатский Ленин. Пиздец. Вы гляньте на меня. Подли, меня зовут.
Меня зовут Элизабет Стар. Не волнуйся. Не забудь забрать свои вещи. Они лежат в сумке у двери. Да, вот он набор новичка. За оружием и снаряжением загляни в магазин. А если нужны медикаменты, то можешь купить их у меня. Хотя, наверное, хочешь пить. Если соберешься наружу, не забудь пополнить запасы провизии в баре у Роба. Да, начало, конечно, многообещающее. О, вот они, мои чуваки. Видите, какие у них пушки жесткие? О, вот этот чел со шлемом. Да. Новичок стоит у бара. Сейчас вот это вот долго ходить, бегать. Ну, я думаю, быстро сейчас разберемся. Рада тебя видеть. Мы создадим лучшее будущее из всех. Привет, ты тот... Меня здесь зовут Гар. Это познак договор. Как обстоят дела снаружи? У меня была собака. Всегда запасайся, чем можно при. День добрый. Мы в Вудбери люди. Машина. Можешь. Ну, удачи. Нормально. До встречи, боец. Выдвигаешься? Хотя мне же нет денег. Увидимся, приятель. Ну, надюпали, скорее всего. Очевидно, не надюпали. Видимо, Невозможно в игре заработать накопить нельзя. нормально до тачки. Сегодня, Это очевидно. пожалуйста. Ты береги себя. Звучит паршиво. Но знаешь, иногда я тоже не верю, что все происходящее последнее. Да на... Не, я говорю, надюпали. Начитерили себе этих... денег. Это можно сделать с помощью продажи патронов. Дела. Собрался в охоту. Типа это легко. Как будто пандемия была не за правду. Но сейчас это дело исправили, теперь так делать нельзя. Привет. Это самое. Я вижу, не беспокойся. Зафиксили эту тему. Для тебя всегда найдется место в хранилище. Вот так. Отлично. Расскажи, а? Блин, поскорее бы сейчас закончиться всем этим и пойти убивать первого игрока. В последнее время я что-то... А ведь что ж... Как за... И планшет выдал. Они пушку, еду, планшет, дачу.
Все дают нам. Как я Все. попал в Вудбери? Так, в бар идем, да? Желаю удачи, дружище. Эй, смотри, ну как ты? Так что я Вперед, а ты мне нравишься. Ну, еще увидь. Дружище. Хорошего дня. Да. Важно сохранить традиции прежнего. Рад я цей. Если в каждом... Давай, и если кто-нибудь... До встречи. Блин, ну что ты будешь делать? Все серваки врубаются потихоньку. Говорят, ты уже обживаешься. Отлично. Можешь приезжать на свою дачу, когда захочешь. Кстати, Эбби хотела, чтобы ты зашел к ней, прежде чем... Спасибо. Спасибо. Так, сейчас Эбби, и все. Я буду готов идти за первой жертвой. Так, и чтобы это случилось как можно быстрее, наверное, стоит... Во, вот этот чел. Хотя, блин, сейчас же Стоит тут все недооценивать зараженных. вылетит. Они пусть и не самые. Ты вернулся. Хорошо, что Крис успел позвать Да, тебя сюда. А я увидела... Поэтому... Можешь пользоваться. 3000. Приходи еще. Ты береги себя. Сегодня мне снилась моя ферма. Клади вещи сюда. Все готово. Ты береги себя. Не, хотя слишком палевно как будто бы. Как будто пандемия была не взаправду, все было подстроено для шоу. Да. Звучит паршиво. Но знаешь, иногда я тоже не верю, что все происходящее в последние годы реально. Так, походу ребята клюнули. Вот честно. Сегодня мне приснился чертовски странный сон. О, приняли. Расскажи, а? Будто мы все здесь выживаем уже год, но внезапно опускается. Так, я их двоих смогу ёбнуть, нет? Ну типа якобы давайте я смотрю миссии. Как будто пандемия Так. была не взаправду, все было подстроено для шоу. Да.
Звучит паршиво. Но знаешь, иногда я тоже не верю, что все происходящее в последние годы реально. Но будто правда в каком-то адском шоу проживаю. Вот честно. Сегодня мне приснился чертовски странный сон. Какой? Расскажи, а? Будто мы все здесь выживаем уже год. Так, go boys. Так, блять, это какой сервак? Названия сервака тут нету? Додики, блядь. В английской версии вообще странные диалоги используются вообще нелогичные для англичан. Речевой оборот как будто переведено с русского. Че, как игра? Ну так. Я нашел себе развлечение. Удалил своего старого персонажа и создал тяночку, так сказать. И сейчас буду кошмарить челиксов. Ну, давайте в любую пойдем. Опять же. Тот закрылся, я не знаю, как он назывался. Как он назывался? Эмбервуд. По-моему, Эмбервуд. Мне нужны эти два уёбка, с которыми я был в пати. Бичвуд. Ладно, давай в Данфолс. Пойдем в Данфолс. Да пошли вы нахер, господи, дайте зайти куда-нибудь. Ей-богу, игра. О, Азия появилась, хорошо. Так, давай зайдем в Сторк Хиллз. Гоонтис активировал награду за 10 тысяч и написал один. Это что такое? Гунтис? Оцените никнейм. Гунтис. Ну то, что нет никаких цифр и там прочее, довольно-таки хорошо. Так сказать, когда никнейм пишется без всяких цифр и просто вот прямо словом одним, это хорошо. Гунтис звучит и запоминается, в принципе. Хороший никнейм, нормально, четкий. Перемотал, Калипсон один выбрал. Ща, ребят, ща. Найдем других сейчас. Сейчас найдем других чушпанов. Вместе играть? Можно, конечно. Но погоди, я сейчас коварный план свой сделаю. Привет. Ну что, на вылазку? Так. Ну, эти такие себе. О, вот он. Ну, хотя нет. Или да. Ну, стоит подумать. Не, давай пускай. Чел с кепкой, все дела.
Э, Оружие лучший судья. Опа, опа, опа. Так. Пойдем вперед, мой рыцарь. А, блядь, так, будет сложно. Их сколько, блядь? Так, 2. Так, так, так. Блять, их 2. Причем один пиздец какой тяжелый. Блять, их 3. Их 3. Их 3. В теории как будто бы смогу, нет? Сколько у меня вместимость обоймы? Блин, вообще без понятия. Патронов 60. В идеале есть... Не, там, по-моему, не 60 патронов. Точнее, не 30 патронов. Там 20, по-моему, в обойме. Да, это будет тяжко, это будет тяжко. Да, чарон стоят, ага. Это, конечно, уважение, но... Это, по-моему, единственное, что ребята из Фантастиков сделали сами. Привет. Как дела продвигаются? Помни, зараженные хорошо падают с выстрела в голову. Считай, что мы живем в историческое время. А, мне хотят дать всякие вещи. Он что, деньги хочет дать? Так. Блин, и этот сервак сейчас сядет. На 30 минут закончится. Блин, как мне это провернуть, а? Как мне это провернуть? Их 3, сука. Причем вот этот самый тяжелый, по-моему. Второй еще в такой более-менее слабой каске. Кто рано встает, тому что? Правильно, весь день спать хочется. Ха. Он мне хочет вещи передать реально.
Опа! Так, он мне автомат дал. Хорошо. Только он на 5, а мне... Хочешь освободить место в инвентаре? Эй! Клади вещи сюда. Отлично. Интересно, он мне 5 хочет дать или... Можешь пользоваться. Вот так дарит свою смерть, да. Можешь дать. Ты береги себя. Вудбери, считай, что мы живем в истории. Так, сейчас мне даст патроны. А М16, в принципе, неплохо бьет в ебальник. Прям очень неплохо. Людей без шлема он прям ваншотает. Вот так вот у меня появился человечек, который обеспечивает мне. Блин, как же легко девушкам, вот реально, просто, как же легко просто. Взяли и осыпали оружием, патронами. Вообще. Ну. Когда он мне даст, сука, все. Блин, я так хочу их убить быстро. На. Так. Смотри, смотри, пошел покупать, пошел покупать. Ёпта, блядь, нас много очень. Я иногда скучаю по Саше, но от воспоминаний легче не становится. Как человек, который долго выживал снаружи, скажу, старайся передвигаться как можно О. тише, если не хочешь лишних проблем. Хуя себе. Как дела? Собрался на охоту? Здорово, чел. Как дела? О, нормально. По-моему, тут все, да? В Вудбери мы всегда тебе рады.
Вудбери — островок цивилизации. Как дела? Можешь пользоваться. О сохранности своих вещей не беспокойся. Увидишь. Птичка в руках, чем перо под ребро. Знаешь, лучше иметь друга, чем друг друга. Будешь размышлять, плохо кончишь. Ну что, обстановка по кайфу, а? Хорошо смеется тот, у кого большая пушка. Да, в наше время умереть от старости роскошь. Чувство юмора даже от протухших консервов нас. Буду называть его рыцарем. За нее дороже всего приходится платить. Блин, ну... 2 бандита уже банда, а 3 бандита. Зубы не воробей, вылетит, не поймаешь. Привет, Вега. Это неплохо, если... Не мы такие, жизнь такая. Тяжелая пушка — это хорошо. Даже если не выстрелит, ей всегда можно дать по голове. Бля, как же у него мир перевернется, когда я ее убью нахуй, просто сибу в другой сервак. Какие будут мнения, господа хорошие, лучший судья. Ксанакс. Да. На каждого крутого бойца. Дерево смотрел, да? Да, я видел, ага. Вот живешь ты. Хочешь, чтобы у тебя все было. Хорошего дня. А потом одним утром просыпаешься раз, и у тебя все было. Дела у нас идут в гору. Знаешь, лучше иметь друга, чем друг друга. Лучше иметь друга, чем друг друга. Блин, хорош. Ну что, обстановка по кайфу, а? Самое дорогое — это глупость. За нее дороже всего приходится платить. Будешь размышлять, плохо кончишь. Он че, мне и броню дал, лол? На каждого крутого бойца. О, блин, какой же пиздец. Он мне просто взял и дал топ броню. Топ шлем. Можешь пользоваться. А, пиздец. Приходи еще. А самое смешное, что будет потом, когда мы выберемся. Я просто перехуярю их всех. Блин, это такой смех, блин. Ебать. Типа можно выйти с пати на улицу? Нет, не обязательно. Я просто в этой же пати, когда буду находиться, возьму и перехуярю их всех. Я убить их хочу. Я развлекаю себя в этой игре. Только вот момент. Я, возможно, не справлюсь. Friendly Fire, да. Я грифить сейчас буду ее жестко. Friendly Fire. Блин, сколько выстрелов понадобится мне, чтобы убить его, интересно. У него броня слишком жесткая же.
Блин, вы понимаете, что я за своего старого персонажа не... Ну, точнее, накопил бы, но тем не менее, это, ну, потребовало какого-то времени. Но достаточно мне было создать тянку, раздеться, и все. И все. Мне дали оружие. Мне дали броню нахуй. Причем самую топовую. Пиздец. Да. Причем, если кроме вагины у тебя еще и все остальное на месте. Блин, как же они меня охуеют, когда я начну их убивать. Симпы, да, симпатяги. Ну, кстати, это слово осуждается. Осуждаю, они не симпатяги, они рыцари. Молодцы. Помогают невинные. Поглядывает так на меня еще. Не ушел ли я никуда? Хотя, блин, я думаю, это вообще типа... А почему бы нет? Бля, возьму просто съебу нахуй. Короче, пойду в другой сервак. Пойду, ну, типа других людей, короче, поищу. Я думаю, вряд ли я с этими тремя справлюсь. Блять, у них топ броня, топ шлемы, бля. Я максимум смогу убить точно... Ну, я по-любому убью одного. Второго еще, да, наверное. Но меня точно загасит третий. Вот третий меня загасит точно. Я просто взял лут и съебал. Сейчас беру этот лут в хранилище. В хранилище. Саммелстон. Короче, сейчас все в хранилище. Оставляю себе автомат. Новичка. У меня должен быть вид полного новичка. Фул новичок, короче. Да, нормально, нормально. Заебись, я его так наебал. Да. Но он эти деньги не зарабатывал, если что, в этой игре. Просто, чтобы вы понимали. Он просто их надюпал. И все. Но, тем не менее, он сейчас, по идее, жестко потратился. Интересно, сколько он денег себе надюпал, в общем-то? У него, походу, жесткие там сбережения. Походу, у него прям жесткие сбережения. Ребекка. Ребекка. Вудбери, островок цивилизации в наш... Привет. Для тебя всегда найдется место в хранилище. Во. Блин, вообще. Так. Вот этот автомат давайте-ка положим тоже. Патрики. Ну, максимум... Не, хотя тоже нельзя. Приходи еще. Увидимся. Во.
Так, can anyone help me, please? Звучит паршиво. Но знаешь, иногда я тоже не верю, что все происходит. Так. Так. Эй, удачи тебе. Видишь? О, новички прибыли. Аж 2 новичка. Одновременно. Вот живешь ты, хочешь, чтобы у тебя все было. Зубы не потом воробей. одним утром Вымесят, не просыпаешься, раз, поймаешь. и у тебя все было. Скромность украшает, но оставляет голодным. Добрым словом и пистолетом можно добиться большего, чем одним только добрым словом. Да, в наше время умереть от старости роскошь. Даже от протухших консервов шанс откинуться выше. 2 бандита уже банда, а 3 бандита — банда с предателем. Хорошо смеется тот, у кого большая пушка. Ну, какие будут мнения, господа хорошие? 2 бандита уже банда, а 3 бандита — банда с предателем. Знаешь, лучше иметь друга, чем друг друга. Урзимир. Так. Кто рано встает, тому что? Правильно, весь день спать хочется. Ребекка. Звучит паршиво. Но знаешь, иногда я Ценой своей жизни. Чувство Может, стоит юмора — это одеться? хорошо. С чувством юмора помирать легче. Блять, они ушли, сук. Так, подожди. Так, эти квесты выполняют. С грязным лицом. Блин, походу в этом серваке голяк. Хотя вон там есть чел. Не, он, видимо, не купится. Сука, вот, блин, зря ушел от тех чуваков, наверное. Блин, зря. Хотя, с одной стороны, я в плюсе остался все равно. Все время забываю, что надо нажимать. Хонейброк. Вот идеальный вариант — это один полностью одетый, загруженный чел. Один. Вот с таким будет легко работать. Достаточно лишь первым выстрелить, и ему просто, ну, нормально. Убью такого легко. Даже если у него будет броня хорошая. О! Ты чувствуешь дар? Галдигеш наш мод. Одень шалаву.
Это за что? Ну блин, надо бы найти нормальную одежду. Звучит паршиво. Но знаешь, иногда я тоже не верю, что все происходящее в последнее время. Так. Может быть, штаны давайте одеть? Хотя бы просто. Вот Thunderbolt. Gold Digger. Причем еще имя такое подходящее. Мне кажется, да. Типа вот если я голый хожу, то это как-то немного супер палевно. Типа это и так уже слишком подозрительно выглядит. Ну а если вот так вот хотя бы. Я знаю, что такое выживать снаружи. И ты отлично справляешься. Голяк, голяк. А, вон он. Какой? Расскажи, да? Все здесь выживаем уже год, но тут внезапно опускаются все стены и появляется полный зал людей, которые нам хлопают и кричат «Браво!». Это было пугающе. Как будто пандемия была не взаправду, все было подстроено для шоу. Да. Звучит паршиво. Но знаешь, Сука, Кинзуреш зашел. Не пали контору, не пали. Ок. Так, народ собирается. Кто рано встает, тому что? Правильно, весь день спать хочется. Скромность украшает, но оставляет голодным. Так, так, так. О, остановился, смотри. Не. Вообще непонятно, типа, какого языка тут люди вообще не могут находиться. Вообще не понимаю. А где Кинзуреш?
кажется... А, вот он. Опускаются все стены и появляется полный зал людей, которые нам хлопают и кричат «Браво!». Блин, все туда-сюда бегают. Все было подстроено для шоу. Так, погоди-ка. Звучит паршиво. Но знаешь, иногда я тоже не верю, что все происходящее в последние годы реально. Но будто правда в каком-то адском шоу. Вот честно. Сегодня мне приснился очень странный сон. Какой? Расскажи, да? Будто мы все здесь выживаем уже год, но внезапно опускаются все стены и появляется полный зал людей, которые нам хлопают и кричат «Браво!». Как будто пандемия была не взаправду, подстроена для шоу. Звучит Их и так паршиво. уже, кажись, трое или четверо. Что все происходящее в последние годы реально. Но будто правда Будь осторожен, адское шоу про животных. Вот честно человек. А, их... Да, у них фулл пати, видать. Фак. Фак. Чё так трудно найти-то, блин. Чёрт побери. Да, сложно, трудно жить голддиггершей. Трудно. Фоксдейл, давай. Да ёпта, блин, чё все серваки легли-то? Хоуктаун. Блин, были же шорты. Сука. Надо бы поискать. Надеюсь, найдется что-нибудь нормальное. По идее, для начала можно было бы составить для себя лук какой-то, знаете, привлекательный. Поискать там, полутаться, походить. Ну, если сейчас не найдем никого, то ладно, выйдем, полутаемся. Найдем нормальную одежду. Тима? Привет, Кефри.
зал людей, Джек Кьют. которые нам хлопают и кричат «Браво!». Это было пугающе. Как будто пандемия была не взаправду, все было построено для шоу. Да. Зачем ты все время это пишешь? Ну, знаешь, иногда это... Адского шоу ушло. Вот честно. Сегодня мне приснился Какой? Расскажи, а? будто мы все здесь выживаем уже год, но тут внезапно опускаются все стены и появляется полный зал людей, которые нам хлопают и кричат «Браво!». Это было пугающе. Звучит паршиво. Но знаешь, иногда это М, все происходящее Ладно, похуй, пошли. Найдем одежду. Сука. Вдруг талант есть? Что, писать копипаст одно и то же? Так. А, Не устал? Ну, так, нормально. Так. А, прикольно. Оружия нету. Да. Так, этот ушел.
Привет, Колян. Не устал еще? Ну, можно будет потом чуть позже пойти домой. Но тьфу ты, пойти домой, пойти поспать. Но, блин, после того, когда я завалю первого моего, ну, человечка какого-нибудь. Все было построено для шоу. Да. Звучит паршиво. Но знаешь, иногда я тоже не верю, что все происходящее происходило реально. Но будто правда в какой-то адском шоу. Вот честно. Сегодня мне приснился чертовски странный сон. Ах, Тима. Пистолет. Ну ладно. Так, ну первый наш чел, конечно, вообще без ничего. Ну что поделать. Или он сам хочет меня грохнуть. Блин. Хотя вряд ли. Ты попал в опасную зону. Забери как можно больше ценной добычи и возвращайся в Вудбери. Так, типа... Окей. Бедолага. Но это не то, на что я рассчитывал, конечно. Блин, у этого оружия только 10 патронов, пипец. Ладно, пора прибарахлиться. Нужно красивую одежду найти какую-нибудь. А то вот это вот все не то. Совершенно не то пальто. Херово, что тут лут выпадает рандомно. То есть я бы целенаправленно искал бы, например, магазины одежды. И там бы вытащил ну, что-нибудь. Так, посмотрим, может быть тут есть что-то. Какова вероятность, что он быстро придет? Этот чел. Челика видел.
Насколько я ему пробил, интересно? Бля, ебать, убил, сука. Твою мать. Но ничего, ничего. У меня есть, в принципе, эти лут, который мне подкинули рыцари. Так. Байсондейл. Херово, что пинг не показывает при выборе сервака. Так бы я понимал, куда идти. То, чем вы являетесь, это то, чем вы были, то, чем вы будете, и это то, что вы делаете сейчас. Голддиггерш. Да. Так. У меня есть дробовик. Есть еще два калаша новичка. Ну, калаши новичка надо, наверное, брать. Калаш новичка А ты мне нужен. расскажешь, как ты борешься с заражением? Хочешь освободить место в инвентаре? Сегодня Так. хранилище к твоим услугам. Сделано. Ты береги себя. Пандемия была не взаправду, все было построено для шоу. Да. Звучит паршиво. Но знаешь, иногда я тоже не верю, что все происходящее в последние годы. Я правда, это адская шутка. Вот честно. Давайте-ка реально возьмем эту миссию. А где фонарик? А, фонарик в рюкзаке. Вот он о чем Михалыч. Хорошего тебе дня. Знаешь, какое наказание тут получают преступники? Свободу. Ирония, нет?
добрым словом и пистолетом можно добиться большего, чем одним только добрым словом. Да, попробуем его пригласить. О, понеслась. Пошли. Нормально. О, хорошо, быстро нашли, быстро. Так, у него рюкзак есть, в принципе. Отлично. Но мне кажется, это новичок, что ли, тоже. Может, налить хочется, но ладно. Ты попал в опасную зону. Собери как можно больше ценной добычи и возвращайся в Вудбери. Так, посмотри на карту. Вот так вот. Блин, ему даже понадобилось не то что один, а несколько выстрелов в голову, чтобы прикончить его. Я херею. Да, к сожалению, это был новичок. Может, стоит спрашивать у них? Ты давно начал? Ну, типа, или только что, типа, и так далее. Да. Так, фантастик кафе. Нужно место, типа, где могут выпасть как можно больше одежды. Давайте по квесту тогда двинемся. Чё бы нет. Опа, экшон. Где-то чел бегает. Причем довольно близко, в принципе. Вон магазин. Так, а если я попробую пострелять? Или не стоит шуметь? Наверное, пока не стоит. Я слышу челика, он где-то рядом.
Блин. Нужны мини-шортики или что-то в этом роде, короче. Ищем. Сука, сейчас... Это монтажная пена, да? Сейчас дерьмо вообще. Может, стоит пойти в склад, и там я найду мини-юбки всякие, вот эти вот все. Вот там, я помню, одежды было дохерища просто в складе. Хер его знает почему. Ну вот, кстати, логика какая-то у машины скорой помощи есть. Ну, логика лута имеется в виду. Опа. Добринский. Чазом. Тех перетех. Блин. Вообще непонятно, кто-то есть или нет. Аптечка тут, серьезно? Ладно, пошлите. Так, день наступил, кстати. Тем временем. Или утро, скорее. Так. Ну, это, кстати, популярная площадь. Тут много народу бывает. Так, выстрелы. Как раз у отеля 4 кардинала. Так, чели как бегает. Так, их двое. Блять, что? Как это? Что? Как я это сделал? Да-да-да. Блять, один раз нажать, это прицеливаешься так вот. А если зажать, то это... Ага. Так, что происходит?
Так, я, по-моему, двоих убил. Вообще непонятно где. Они меня не видят, да, по-моему? Опа. Так, их трое. Так, они оттуда, интересно, как-то еще и по-другому выйти могут? Скорее всего, с той стороны выйдут, да? Блин, я вот, кстати же, загасил тут двоих людей, а у них трупы-то исчезли уже давно, скорее всего. Блять, да. Какая ж тупая хуйня в этой игре творится. С трупаками. Берут и исчезают. Чё к чему вообще? Так, они, интересно, оттуда еще не вышли? Так, мне туда, по идее. Да, экшена маловато. Или это не мой жанр? Возможно. Для кого-то сейчас происходит ураганный геймплей. А для кого-то это все скучно.
Полицейский департамент. Давай-ка зайдем в полицейский департамент. Пойду лучше в готику или в героя. Да. Расстегнутая рубашка. Блин, что за хрень? Так. Противозачаточные какие-то. Молоко. $159. Ёпта. О, оно! Все, выбираемся. Я нашел то, что искал. Блять. Как же хуёво, что тут нету паркура. Так, где там выход? Близко, в принципе. Блин, нихуя себе, еще зомби. Так. Что это за место? Столовка какая-то. $. Интересно, какова вероятность того, что я могу здесь найти какой-нибудь ключ или типа того? Так, тут ни хера нет. Ну, окей, какая-то логика появления предметов в некоторых местах. Типа есть вот на кухне только еда. Так, окей. Допустим. Так, эти сумки вообще не лутаются. А это сумочка. Блин. Ладно.
Так, да, идем правильно. Мы почти у выхода, почти у выхода. С этими шортиками, блин, вообще каждая сука будет клевать на нас. Каждая сука. Обуем вообще всех потом. Надо будет еще, наверное, что-нибудь сверху накинуть. Что-нибудь. Блин, даже не знаю, что-нибудь надо. Может быть, свитер обратно. Да. Теперь она выглядит у нас приколдесно. Ага. Ну, окей. Не откажись. А может быть в частных домах есть что-то, а? Как вы думаете? Тут за пригородом, там где... Хм. Зомбарь. Так, ну-ка, давай-ка зайдем в этот дом. Кухонка. Второй этаж, не. Блин, а что за проблема у них со вторыми этажами вообще? У них явно какая-то проблема с этим. На отрез не пускают на уровень повыше. Типа. Поэтому, скорее всего, тоже паркура нет. Типа они не могут высокие какие-то эти создавать, что ли? С этим какие-то проблемы. Блин, я бы так хотел поговорить с челиком, который участвовал в создании этой игры. Который, типа, ну, чуть ли не все знает. А, нет, смотри-ка, тут второй этаж есть. Нифига себе, впервые на втором этаже. Наперсток. Привет, префект. Как будто масштаб модели какая окружающая не один к одному, один к... Очень большая женщина, высокая, более... И в целом как будто очень большая модель. Ну, не знаю, тут как будто бы окей в этом доме. А это комната детская, видимо. Ну, вообще что-то не замечал нарушенных масштабов. Но буду приглядываться теперь. Привет, префект. Так.
Ну-ка. Не то. Нам нужно секси девушку сделать. Так. Может быть, тут где-то. Вот еще один дом. Но в частных домах что-то как бы лут другой, да, но что-то непонятно. Наперстки всякие. В ванной комнате шампунь. Окей. Так. Второй этаж. Есть, хорошо. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, не знаю, насчет нарушенных масштабов, что-то. Кстати. Нет, кстати. Нет. Жалко, да? Вообще один в один. PUBG было бы. Ближнего боя вообще нету. Вообще нету. 0 ближнего боя. Только огнестрел. Так, мотель. Может, в мотеле мы найдем что-нибудь еще? Так. Еще газ какой-то. Идти же, пассатижи. Так. Холодос. Вода. О, как раз жажда появилась. О, ну это неплохо. Так, подожди-ка. Нормальный такой лут. Действительно хороший. Так, молоко выпьем. Ну, давай, лутай. Как-то печально вообще вот это вот устроено. Нож в холодильнике. Прикол. Можно свет включать, выключать. Ух ты. Выглядит стрёмно.
Мертвяк валяется. О. Окей, сойдет. Что-то новенькое. Так. Орехи. Неплохо. Какие-то ачивки в этой игре, кстати, есть? Я что-то не проверял. Я слышу где-то зомби, или мне кажется? Комнатки, комнатки. Что за... Туалетная бумага. Так, где-то тут ноет зомби. Ух ты, стрёмно. Или это просто звук такой, тип... Не, реально зомби. Бля, гондоны ебаные. Блять, такие шорты проебал, блин. Надо было разъебывать их, сука. До пандемии я учился в университете. Вудбери, островок цивилизации. Капец, у нее жопа Чем могу объемная в помочь? этих
штанах. Можешь пользоваться. Так. Да, попробуем чисто дробовиком. Сделано. Ты береги себя. Да. Звучит паршиво. Мы на тебя возлагаем мольбу. Рад тебя видеть, приятель. Армия приучила меня. Ладно, короче, завтра уже поиграем. Может быть... Да, скорее всего, поиграем, почему бы и нет. Продолжим эту тему с Грифферсом. И постараемся как можно больше народ перебить. Будем стараться развлекаться, как это вообще возможно. Я мог сюда выложить свой стрим? Да. Уехали отдыхать на наши деньги. Сырая типа или не оправдал надежд? Ну просто вспомни, какая у них рекламная кампания была, какие трейлеры они выпускали. Вот. Потом смотри на игру. И ты поймешь, что прям конкретно обманули, наебали и там прочее, если вот говорить о таких вещах. Если не знать об этом, то сама игра это по факту казуальный Тарков, но похоже визуально на PUBG. То есть они взяли, по сути, взяли анимации, движения и тому прочее из PUBG, прикрутили к нему свои модельки со своими лицами, потом создали весь этот город из готовых ассетов. По-моему, все состоит из готовых ассетов. Разве что, наверное, Чоран они сами делали и еще что-то. И все. Но вся игра состоит из готовых ассетов. Короче, халтура, иными словами. Но вообще игра может быть крутой. Задумка и там прочее, core геймплей вполне себе интересный.
только наполнить это все контентом. Зато залутали бабок на старте. Ну вот залутали, наверное, ну, хз как будет поступать. Я надеюсь, что они не бросят игру, но мне что-то подсказывает, что они бросят ее. Они чисто поступили типа таким образом ради лутания бабок. Индрайвер им еще бабок заплатил за рекламу. Интеграция там же есть с этим. Так что хотелось бы надеяться, что игра еще взлетит, еще будет хороша и исправлена, и будет вообще четкая. Но мне кажется, это будет полная хуйня. Они ее просто забросят или продадут, да, и еще что сделают. Продадут игру или компанию. Ну, просто очевидно, что пострадают люди. Скорее всего, самой Майтоне и фантастики. Скорее всего, будут сокращения и так далее. Короче, ситуация там, так скажем, не такая лучезарная и хорошая будет. Но начальство, которое все это дерьмо замутило, оно, конечно же, при бабле останется. Потому что это, ну, Майтона. Потому что там все вот эти вот начальники, они вот с друг другом вот так вот сидят, они там типа друг, там, блядь, жена, муж, там, такого рода, короче, чувачки. Я вот просто четко знаю, что, типа там, не раз слышал от многих сотрудников Майтона, многих вообще, то, что там, ну, такие вот они ставят некомпетентных своих родственников, друзей в начальствующие позиции, и потом страдают подделы и там прочее, и так далее, и так далее, и так далее. Понаберут хуй пойми кого и так далее. Я не помню, чтобы какая-то игра из дерьма вышла в норму. Ну, из такого дерьма вряд ли, да. Но просто если вспоминать тот же Киберпанк, да, в каких отрицательных оценках он был тогда, каким он багнутым и пиздецовым был тогда, и каким он стал сейчас, типа, не то чтобы небо и земля, но люди стали относиться в ныне Киберпанку прям очень хорошо. А, да, No Man's Sky же еще есть, кстати, да. No Man's Sky тоже вполне себе респект заработал. Тоже боролись за свою игру, все исправили. Она стала выглядеть намного более приятной. Ну, ты сравнил CD Projekt и Fantastic. Не, ну, блять, типа, просто тут такая штука, что от человека зависит просто. Просто люди, понимаешь? Они могут из этой игры сделать вообще четкую игру. Я уверен в этом. Просто им надо вот реально как-то, сука, блин, ну, просто брать и делать нахуй. Проблема в том, что там люди на зарплатах, типа, знаешь. Мне кажется, в фантастике нет идейных людей в этом плане. Даже если там есть идейные люди, они все как-то вот хотят хорошую игру сделать, то издательство, вот это вот Майтона, они наверняка их душат и требуют сделать, ну, хуйню, потому что у них есть, наверное, какие-то исследования, так сказать, какие-то трендовые темы и всякая хуйня вот в этом роде, блядь. И просто, наверное, душат фантастиков. Там точно ведь непонятно, как все происходит. Сейчас
клубах нужно со своим аккаунтом Steam приходить, или там есть игры какие-то установленные, как это работает? Ну, вообще, со своим Steam аккаунтом скорее. А так вообще там установленные игры есть и так далее. Просто ты со своим Steam аккаунтом сможешь в них поиграть. Или что-то в этом роде. Или там, по-моему, есть какие-то свои Steam аккаунты тоже. Это не главные бабки. Да, в этом проблема. Вообще проблема именно вот выпускать игру свою под издательством, кого бы то ни было. В этом большая проблема. Потому что издатель всегда будет лезть в твое детище. Это всегда так. Даже не только в играх, но вообще в любом продукте. Совершенно в любом. И это пиздец. Но в играх это, конечно, выразить намного ярче можно. Примеров очень много. Тот же Сэм Лейк, например. Он жестко же охуел, когда он был под издательством Microsoft. Там, когда создавал Quantum Break. Что еще должно выйти до Нового года? В ближайшее время... Так, что-то там должно было выйти. Сейчас посмотрю. Так, график выхода игр. Так, декабрь. Так. Finals! Да, надо Finals поиграть, ребята. Бля, Finals поиграем. Вот эта тема будет норм. Так. Принц Персия, вот эта параша полная будет, я вам говорю. Хотя я, скорее всего, в него поиграю, потому что она с видом сбоку. И, скорее всего, это будет что-то типа Metroidvania. Ну, там рэпчик, вся хуйня. Ну, трейлер был максимально скриншовый. В феврале действительно интересная игра, да? Helldivers. Заебись. Смута. В феврале 26-го. Понял. Ничего себе. Терминатор. Skull and Bones. В смысле Skull and Bones выходит? Ничего себе. Ходила такая молва, что его не существует. Что-то в этом роде. Так, Банишер. Видел трейлер. Как будто прикольная игра была. Судя по трейлеру, она оказалась прям реально годной. Интересная игра. Так, Dragon's Dogma 2. Alone in the Dark. О, Март охуенный, ребята. Март пиздатый. Homeworld 3. Блин, культовая серия игр, кстати. Но я не особо люблю. Но я просто помню еще времена нулевых, 90-х. И там существовал Homeworld первый самый. Который мой комп нахуй чуть не взорвал, блин. Там синий кран смерти вылетал пиздец как жестко. Силанка. Ну тут уже такие непонятные проекты. Ну, в общем, самые ближайшие интересные игры. Вуконг. Ничего себе. Вуконг выходит в августе. Это уже слишком далеко. Вот ближайшие самые интересные игры.
Что там еще в декабре выходит, сказали? Ну вот Finals можно поиграть. Asgard's Wrath вообще хуй пойми что. Idol Slayer тоже не пойми что. Вот это вот единственное интересное. Sovereign Syndicate, не знаю. Ace Attorney без русского языка бессмысленно. Какая-то хрень. Но вот это дерьмо, да. И в него будут все игры. И также обосрут его. А, вот же Корсары, да, кстати, 4-й Корсар. Ну вот, в принципе, короче, февраль, ребята, интересный. В следующем году февраль. Helldivers, Корсара, Банишерс, Смута. Ну, скорее всего, будет вообще угарная хрень. Skull and Bones, очевидно, тоже, да, интересно. Destiny Final Shape, еще очередной какой-то у них DLC выходит. Корсара. Ни одного скриншота, ничего не известно. Разработчики Сиварда и Артишоки какие-то. Непонятно, непонятно. Найтингейл. Ну, кажется, выживач или что-то вроде Вальфхейма, возможно. Но, надеюсь, ошибаюсь. Но тут видно, что кооператив есть. Это ПВЕ какое-то интересно. Ну, довольно интересно. Довольно интересно. А вот Helldivers это топ игра, скорее всего, будет. Вот в нее надо будет поиграть, типа, в компании друзей. Ну, Skull and Bones, это да, это крутая игра должна быть. Она довольно-таки мощно выглядела, если честно. Но люди не верят в ее существование, говорили, что, ну, да ну нахуй, чтобы она такая была. Явно скам и пиздеж. Типа как всегда. Ну вот это что за Терминатор, интересно? Понимаю. Понимаю. Возможно, интересно, но мeh. Ладно, ребят. Будем потихоньку прощаться. Заходите, кстати, в мой Дискорд. Тут в Дискорде бывает так-то довольно-таки интересно. Передай привет из туалета. Привет, привет. Посри нормально. Оппенгеймер посмотрел? Нет. Я смотрел Слёва пацана. Но вот Оппенгеймера тоже хочу посмотреть. Наверное, в скором времени посмотрю. Ладненько. Давайте, ребят, увидимся завтра. Бля, что такое? What is this? What is it? No! He's flying! There he goes with all my lips. Да. Такие дела. Подожди, они реально эту игру 10 лет делали? Да ну нахуй. Не может быть. Да ну не.
Кошмар какой-то. Да, в Гарри смотрит. Ладненько. Давайте. Завтра надо потренироваться. Сначала посплю хорошенько, потом утром проснусь, кофеечку выпью и пойду бегать, скорее всего. После бега помонтирую видео, наверное, и стрим заведу. А там уже будет видно во что. Кстати, сейчас проверю, может быть есть Finals? Он должен быть же. Завтра покушаешь пирожков. О, блин, балдеж. Привет, Краска. Кайф, есть Finals. $17 гигабайт всего. Охуенно. Все. Ты уже все? Ну да. Поздно, уже 3 часа ночи, надо пойти поспать. Сегодня, короче, коротко, что происходило на стриме. Я нашел способ развлечься в этой игре, в The Day Before. Я удалил своего старого персонажа, создал нового. И новый персонаж — это девушка. И я таким образом теперь нахожу, так сказать, рыцарей, которые мне помогают, скидывают мне всякие шмотки, оружие. Мне таким образом топ-броню и топ-шлем скинули, и дохуя оружия. Но самое главное, что я хочу делать, это брать дурачков в пати, выходить с ними на рейд, и потом говорю им: посмотри на карту, мне нужно в отель Кардинал. Они открывают карту, они на колени, и в этот момент я им разъебываю ебало. И лутаю их потом. Вот так вот. Манька клофелинчица. Да-да-да. Кусачая пизда. Такие дела. Ты ужасен. Но зато весело. Потому что в этой игре контента нет. Вообще ноль. Я выполнил около 4 квеста. Все квесты буквально подай, принеси из определенной точки. Я все ждал, что начнут повторяться квесты сами, но повторялось другое. Повторилось, знаете что? Локация лутания одно и то же место. В 2 или в 3, ну, там, квестах. Походу так. Это пиздец. Это вообще какой-то пиздец. То есть у каждого, по-моему, NPC место лутания квестовых предметов типа одно и то же. Ну, максимум 2 разных места, возможно, будет, и все. Учитывая, какой этот город, блять, огромный, они даже поступились на место лутания квестовых предметов, типа. Обидно, что я, кстати, проебал свои ключи на моем старом персонаже. Но ничего, наверстаю, я думаю. Вообще играть женским персонажем намного проще и легче. Очень легко. Блин, как же люди глупо играют. Ну типа, они, видимо, новички в ММО играх. И они такие типа: о, Тянка такая прям вообще выглядит неплохо. И никнейм такой прикольный, типа. Смотрит, никнейм у меня Элизабет Стар. Это, по-моему, псевдоним какой-то порноактрисы, короче. Ну и все. И они такие: а, да, я помогу, вся херня. У тебя есть броня? Там, типа, нету ничего. На, держи, закидывает там мне топ броню, топ шлем, патроны, оружие какое-нибудь.
Вообще угар. Да. Как же легко в ММО-играх девушкам, это точно. Но люди начали подозревать некоторые. Все-таки, когда я играл за чувака на моем старом персонаже, я пытался проделать то же самое, просто типа, чувак, пойдем вместе, надо выполнить квест. А в одного трудно. Те сразу, ну, был один такой подозрительный, он на меня так поглядывал, и все время, типа, такой, за укрытием прятался, все такое. Но однажды он, типа, как-то это, взял и проверил карту, и в этот момент я его разъебал. Да. Конечно, я не знаю. Может, им стоило брать Friendly Fire для партийных? Тогда, возможно... Ну, не знаю, как это может повлиять на игру в целом. Но доверие людей к другим людям от этого жестко пострадает. И как люди будут играть, интересно. Очень интересно. Надеюсь, еще какие-то последующие хотфиксы и патчи будут выходить. Будем надеяться. Все еще не исправили вылеты из игры. Появились новые баги. Вздутие голов и там прочее. И также я видел, самое ебанутое, что я видел, это чел, который смог вытащить оружие в Вудбери, в безопасной зоне. И он убивал всех там, кто находился. Это выглядело как какая-то школьная стрельба, блин, вообще жесткач какой-то. Так что так, да. Ныне, короче, The Day Before состояние полное говно. Надеюсь, ты удалишь игру. Не, в скором-то времени удалю, скорее всего. Возможно, завтра у него последний день будет. Посмотрим. Посмотрим. А так, есть во что еще поиграть? Finals будем, скорее всего, играть. Но, возможно, мы будем у него играть после Lies of P. Но Finals поинтереснее, повеселее игра. Там фан жесткий. Ну и The Day Before посмотрим. Возможно, завтра последний день в него поиграем. И просто будем следить за выходом каких-то патчей и там прочее. Там уже будет видно, стоит вернуться в эту игру или нет. Но пока в нынешнем его состоянии, скорее всего, завтра пофанимся последний день. Попробуем убить как можно больше народу, находясь в одном пати. Короче, будем завтра себя плохо вести, ребята. Будем себя завтра плохо вести. Все, ребят, до завтра. Завтра все будет. Всем спасибо, кто был. Спасибо за донаты. Хорошо проведи время. Всем спокойной ночи.